Как сила присутствия может помочь преодолеть образ мышления нищего? Вот какой вопрос к нам поступил. Во мне невероятно силен образ мышления нищего. Он вводит меня в уныние и заставляет постоянно беспокоиться о всяких мелочах. «Никогда не переводи еду», — говорит мне мое мировоззрение. «Лучше я сохраню эту вещь, вдруг однажды она мне пригодится. Я никогда не смогу себе позволить это купить». И похожие мысли нескончаемы. Как сила присутствия может помочь мне избавиться от этой невыносимой обузы? Хорошо. Прекрасная новость в том, что задающий этот вопрос уже осознает. Я буду обращаться к этому человеку напрямую, так как предполагаю, что он или она смотрит наше видео. Итак, хорошо, что вы уже осознаете свои негативные мысли. Ведь для многих людей это до сих пор противоестественно. У миллионов из них, подобные вашему или любой другой тип обусловленного мышления. Но они совершенно не осознают этого, потому что на 100% отождествлены со своими мыслями. Люди не замечают обусловленности своего мышления, потому что оно является их способом восприятия мира, определяющим все их реакции. Самовоспроизводящиеся мысли, постоянно вызывающие одни и те же эмоции, вот реальность, в которой они обитают. Их реальность не просто окрашена, но целиком искажена предсформированностью их ума. Они настолько поглощены своим мыслительным процессом, что не видят разницы между реальностью и мышлением. Итак, вы уже знаете, что внутри вас оперирует определенный тип мышления. И это знание является индикатором пробуждающейся у вас осознанности, более глубокого и обширного, чем мышление, уровня сознания. Обращение внимания на то, что делает ваш ум – признак начала пробуждения. И это прекрасно. Но это не означает, что вы мгновенно освободитесь от влияния неприятных мыслей. Мысли по-прежнему обладают определенной силой, способной вызывать в вас соответствующие эмоции, реакции и действия, которые вы совершаете в миру. Но несмотря на это, где-то внутри вас на заднем плане уже работает наблюдающее присутствие. И при условии, что когда возникнут негативные мысли, вы останетесь в состоянии наблюдающего присутствия, у вас появится возможность освобождения от мыслей. У вас будет выбор не отыгрывать их. Возможно, вы не замечаете этого в полной мере, но когда вы наблюдаете за мыслью, она теряет над вами власть. Например, рассматривая вашу ситуацию, вы думаете: «Мне нужно сберечь эту вещь, когда-нибудь она мне может понадобиться». Возможно, у вас уже накопилось много ненужных вещей, но вместо того, чтобы избавиться от них, ум уверяет вас, что эти вещи однажды пригодятся. И в тот момент, когда вы замечаете эту мысль, у вас пропадает необходимость следовать ей. Вы можете спросить себя: что будет, если я не стану вестись на поводу этой мысли и даже сделаю все наоборот? Например, в случае потребности в сохранении материальных объектов, которые, скорее всего, никогда вам не понадобятся, попробуйте периодически их отдавать, невзирая на мысль «мне нужно сохранить это». Когда вы находитесь в состоянии осознанности, осознанность способна отменить мысль. Вам не нужно бороться с мыслью, а сознание просто берет над ней верх. И затем, вместо того, чтобы действовать в соответствии с мыслью, ваше действие вытекает не из мысли, а из осознания. И тогда дарить вещи станет вашей духовной практикой. Возможно, вы заметите, что ум продолжает нашептывать: «О нет, не отдавай эту вещь». Но теперь внедрение ума только усилит измерение присутствия или осознанности в вас. Вы просто замечаете мысль и затем осознаете, что она в сущности неразумна и является частью предсформированного ума.
И в этот момент пробуждается настоящий разум. Можно сказать, что появление осознанности также является пробуждением истинного интеллекта. Отдавание вещей своим знакомым или в магазин секонд-хенд вы превращаете в духовную практику. Кому-то, возможно, эти вещи могут действительно пригодиться. И постепенно сила мысли ослабнет, ведь вы перестанете постоянно подкреплять ее своими действиями. Вот одно из упражнений, которые вы можете делать. У большинства людей чувство недостаточности является частью их эготического сознания. В вашем случае оно проявляет себя в форме мышления нищего. Возьмем еще одну мысль, которую вы упомянули. «Я не могу себе этого позволить, мне нужно беречь деньги». Попробуйте, наблюдая за подобными мыслями, иногда приобретать вещи, несущие в себе красоту и качество. Конечно, не на последние деньги, я не предлагаю вам быть опрометчивыми. Но вместо того, чтобы во всем себя ограничивать, купите что-нибудь такое, что будет служить для вас символом благополучия. Нечто качественное или красивое, не обязательно очень дорогое, но возможно, что и дорогое. Например, вы можете купить себе обувь, за которую заплатите в 3 раза дороже, чем обычно. Не только из-за того, что эта обувь имеет логотип знаменитой фирмы, но и потому, что она будет служить вам в 3 или больше раза дольше, чем дешевая обувь. Итак, для привлечения изобилия вы можете иногда покупать вещи, несущие в себе красоту и качество. И еще один чудесный способ нейтрализации нищенской ментальной обусловленности. Он является одним из аспектов практики, которую я предложил вам в начале. Иногда отдавать не только вещи. Отдавать – очень сильная аффирмация изобилия. Не имеет значения, кому именно отдавать. Возможно, нищему человеку на улице. Но так, чтобы отдавание не превратилось в автоматическое действие в вашем уме. Отныне я буду давать деньги каждому нищему. Вы можете сделать отдавание своей регулярной, привычной практикой, потому что отдавание является противоположностью недостатка и своего рода психологической установкой изобилия. Кроме того, отдавание – очень приятное занятие. Возможно, вы захотите поделиться небольшим количеством денег, даже если у вас их не так много. Имеет значение сам акт отдавания. Может быть, ваш знакомый нуждается в помощи, или человек, которого вы встретили на первый взгляд совершенно случайно. Это может быть и благотворительная организация, в чьи добрые намерения вы верите. Вероятнее всего вы столкнетесь с тем, что ваш ум снова будет внушать вам: «Ты не можешь себе этого позволить, не трать деньги». И я повторюсь, вы достаточно бдительны, чтобы заметить эти мысли, осознать их обусловленность и сделать все наоборот. Затем, когда вы постепенно перестанете подкреплять шаблоны поведения своими действиями, автоматические мысли потеряют силу и со временем оставят вас. Отдавание – мощная аффирмация изобилия. Возможно, вы удивитесь, но когда отдавать некоторый процент от того, что вы имеете, входит в привычку, тогда вы и получаете больше. Такова тенденция. Даже если вы довольно бедный человек, всегда есть возможность поделиться, пусть даже небольшой суммой. И еще одна аффирмация изобилия – это благодарность за окружающую вас в настоящий момент красоту жизни. Когда вы цените то, что вас окружает, одним из аспектов этого чувства является осознание, что все это – проявление полноты жизни, ее изобилия. Деревья, на каждом из которых тысячи трепещущих жизненностью листьев, сияние солнца. Солнце – символ изобилия. Оно беспрестанно отдает и отдает себя на протяжении миллионов лет. Непрерывное излияние энергии, настоящее чудо. Вы замечаете солнечный свет и чувствуете благодарность. Все, за что вы чувствуете благодарность,
является проявлением полноты и изобилия жизни. Иисус сказал: «Я хочу, чтобы вы обрели жизнь во всей ее полноте». В другом переводе: «Я хочу, чтобы вы обрели жизнь полную изобилия». Говоря о жизни полной изобилия, он не имеет в виду баснословное богатство. Иисус всегда говорит об определенном состоянии сознания. Богатство – маленькая и далеко не самая важная часть изобилия. Изобилие – это состояние сознания, состояние присутствия. Одним из компонентов присутствия является ощущение полноты жизни или жизненности жизни. Когда я говорю «жизнь», с одной стороны, я имею в виду физически проявленную, манифестировавшую себя во внешнем мире жизнь. Но есть еще невидимая жизнь, лежащая в основе всех проявленных мирских форм. Когда Иисус использует слово «жизнь», Он имеет в виду саму суть жизни или сознания. «Я хочу, чтобы вы имели жизнь полную изобилия» означает «я хочу, чтобы вы осознали источник всей жизни». Истинная полнота жизни – это первоисточник жизни. Для того, чтобы оценить формы жизни, не обязательно ими обладать. Можно просто получать удовольствие от их красоты. Глядя на цветок, нет необходимости срывать его, чтобы принести домой. Вы оценили красоту цветка и пошли дальше. Также можно смотреть на красивую витрину магазина. Иногда я это делаю, но сейчас уже не так часто. А вот когда я жил в Лондоне, много лет назад я совершал длительные прогулки по городу, чтобы ощутить его жизненность. Иногда я получал удовольствие, глядя на нечто красивое в витринах, но у меня не было ни желания, ни денег это купить. Даже если бы у меня были деньги, скорее всего, я не стал бы ничего покупать. Но я испытывал благодарность. Сейчас, вероятно, я мог бы себе позволить купить многое из того, что вижу на витринах магазинов. Но таких желаний у меня не возникает. Я ценю красивые предметы, выставленные на витринах, и иду дальше. Благодарное наблюдение за проявлениями жизни может стать чудесной практикой, пока это состояние не превратится в вашу вторую натуру. Вы соприкасаетесь с источником жизненности, с присутствием, и в вас возникает чувство изобилия, вне зависимости от того, насколько вы богаты. Вы можете быть довольно бедным, но ощущать изобилие жизни, в то время как другой человек может быть очень богатым, но жить в состоянии чего-то не хватает, состояние постоянной недостаточности. Как использовать нашу сущностную идентичность для принятия правильных решений в сложных ситуациях? Не вы используете сущностную идентичность, и нельзя научиться этому. Сущностная идентичность использует вас. Не надо теряться в догадках, как бы мне использовать сущностную идентичность. Чем глубже вы укоренены в ней, тем отчетливее вы будете видеть, что правильное действие, то есть что именно нужно сделать или сказать в той или иной ситуации, вытекает из вашего сущностного измерения, из вашего сознания. И постепенно вы начнете понимать, что не вы используете сознание, а оно использует ваш ум для проявления себя через вас. Оно излучает себя через ваше тело. И это важно знать. Вопрос неверно сформулирован. Не вы пользуетесь сознанием. Кто это вы? И как формная идентичность может использовать сущностную идентичность? Конечно, можно задать вопросы таким образом, но в действительности все работает иначе. По мере того, как сущностное сливается воедино с формой, оно начинает использовать ваше тело и ум для проявления себя в миру, и в том числе для того, чтобы вызывать изменения.
сначала сущностное просто излучает присутствие сквозь вас, а затем оно начинает функционировать, используя ваше тело и ум. Ваша речь становится менее повторяющейся, более интересной и креативной. Скорее всего, вы будете говорить меньше обычного, это происходит почти со всеми, но сказанное вами будет отличаться выразительностью и силой. Это также изменит образ вашего мышления, потому что, проявляясь в вашем уме, сущностное начинает высвечивать все его деструктивные, повторяющиеся, навязчивые, бессознательные мыслительные модели. Сознание пользуется вами. Но это тоже очень схематичное утверждение, потому что сознание и есть вы, проявление вашего сущностного «я». Ваше сущностное «я» не является отдельным автономным образованием. Оно глубоко соединено с первоисточником и глубинной сутью самой Вселенной. Ваше сердце, ваша сущность, является также и сущностью Вселенной. И когда вы выходите за пределы своего ограниченного отождествления с формой, ваша связь с целым становится более глубокой. И тогда тотальность сознания действует, говорит, светит сквозь вас. Это является эволюционным преображением. Вы становитесь другим существом. Иногда может казаться, что вы пользуетесь сознанием, но в действительности оно использует вас. И так должно быть. Спасибо. Смотри за маскировку. Только посредством открывшейся в тебе пространственности возникает истинное распознавание сущего в любой живой форме, представшей перед тобой. Сущее распознает само себя. Сознание прячется за миллионами всевозможных форм жизни, за своими маскировками, но ты смотришь за них. Иногда маскировка может быть очень крутой. Такова игра Вселенной. Нам приходится усердно маскироваться. Некоторые люди носят тяжелейший грим. Бог замаскировал себя в них очень хорошо. У других людей маскировка довольно легкая. Распознать сущее сквозь тяжелую маскировку хоть и сложнее, но в чем-то и более увлекательно. Конечно, я говорю сейчас о проблемных людях. Почувствовать единую с тобой сущность в цветке, несомненно, проще, потому что в цветке намного меньше маскировки, чем в сердитом человеке, с которым тебе приходится иметь дело. Но и для него есть место. Подари ему или ей пространство для исполнения их роли, но тебе не обязательно реагировать на их перформанс. Позволь ему выступать, не реагируя на их реплики автоматически, компульсивно. Потому что, включаясь в реакцию, ты тоже облачаешься в свою маску и начинаешь играть свою роль в жизненной драме или сне существования. Весь мир – театр, в нем женщины и мужчины – все актеры, как говорится в знаменитой шекспировской фразе. Осознать свою сущностную бытийность настолько просто – это до такой степени первичный факт, что становится слишком трудным для замороченных людей. Сознание осознает само себя. В этом столько радости и блаженства. Индийские мастера связали три слова в одно – сад-чит-ананда – бытие, сознание, блаженство для описания состояния связи или единства с сущим. Все очень просто, даже слишком. То, к чему у вас появляется доступ, является также самим разумом, тем безусловным, беззаветным, из которого проявляется все новое. Инсайт, прозрение, идея. У вас появляется доступ в обитель истинного разума. Я иногда называю его неконцептуальным интеллектом или необусловленным сознанием. Внезапное открытие творческого потока в тебе возникает оттуда. Личность, ум как таковой, не обладает творческим потенциалом, но ум может быть инструментом истинного разума. Сам по себе ум не содержит интеллекта,
Он заимствует его у разума универсума. Секрет в том, чтобы, пребывая в мирских заботах, не терять связь со своим истинным «Я». Ты вроде участвуешь в мировом спектакле, но одновременно знаешь, не концептуально, что являешься пространством, играющим персону, делающую свои дела. Ты пространство, пространственное сознание, по ходу того, как говоришь с человеком, слушаешь его. Ты вносишь измерение пространственности в каждое свое взаимодействие. В разговоре с человеческим существом используй каждую возможность, чтобы слушать его в состоянии пространственного сознания, вместо того, чтобы мгновенно включать ментальное восприятие, соглашаться с человеком или нет, думать о том, что ты скажешь ему или ей в ответ. «Я уже точно знаю, что тебе нужно, давай-ка я тебе сейчас научу, как надо». Будь в диалоге как открытое поле осознанного присутствия. Этого достаточно для того, чтобы полностью трансформировать в лучшую сторону твою жизнь и твои отношения с каждым человеческим существом, потому что старые поведенческие модели перестанут оперировать посредством тебя. И, конечно, это поможет другим людям. Хоть ты и не будешь чувствовать свое участие в акте коммуникации, но если в человеке есть даже небольшая открытость во внутреннее изменение пространственности, он соединится с тобой в этом общем поле осознанного присутствия. Но если общение не произойдет, ничего страшного. Если слушать людей из поля осознанного присутствия является твоей единственной духовной практикой, этого более чем достаточно для трансформации твоей жизни. Естественно, если жизнь достаточного количества людей изменится в лучшую сторону, то благодаря этой трансформации в коллективном сознании мир тоже станет лучше. Конечно, если ты не живешь как затворник, никого не слушая, кроме своего ума. Но большинство из вас не затворники. Вы регулярно слушаете людей, разговариваете по телефону, за исключением тех из вас, кто настолько привык общаться посредством СМС, что разучился говорить. Для подростков мне впору придумывать новые практики бытия, раз уж они больше не разговаривают. Экхарт изображает набор текста указательными пальцами. О нет, это не нужно делать большими пальцами. Вы могли заметить, что первый смартфон у меня появился всего несколько месяцев назад, поэтому я печатаю вот так. Показывает, как печатает, медленно, сосредоточенно, одним указательным пальцем. Итак, если осознанное слушание является твоей единственной духовной практикой, этого более чем достаточно. Потому что, когда ты действительно слушаешь, ты присутствуешь не как эготический объект. Ты не привносишь в свое прошлое ваше общение. Ты присутствуешь даже не как человек. Человек отступает, остается осознанность. Это не означает, что ты теряешь дар речи. Это означает, что когда ты выражаешь свою точку зрения, ты отчетливо осознаешь, что говоримое тобой не более чем твое мнение. Ты не сливаешься воедино со своим мнением и не воспринимаешь каждого, кто не согласен с тобой или подвергает сомнению твою позицию, в качестве смертельного врага. Последнее происходит, когда ты путаешь себя с мыслью в своей голове, что является безумием. Короткие фрагменты из различных бесед Экхарта Толле. Легкая модификация изречения «прими, что есть» – это «прими свой опыт в данный момент» или «прими то, что ты испытываешь в данный момент». Если в тебе ментально-эмоциональное сопротивление, его нужно принять. Кажется почти невозможной для воплощения контрадикция – принять неприемлемое. Тебе придется выяснить, как это работает. Аналогичным образом, если ты чувствуешь себя несчастным в любой форме,
Вместо того, чтобы желать не быть несчастным и тем самым чувствовать себя еще более несчастным, ведь ты не можешь избавиться от этого чувства, можно попробовать быть окей со своим несчастьем. Ты больше не жалуешься на несчастье. Окей, я позволяю себе быть несчастным. Я предлагаю тебе поэкспериментировать в следующий раз, когда ты почувствуешь себя несчастным. Что произойдет, если ты окей со своим несчастьем? Ведь суть несчастья в том, что ты не окей. Что бы то ни было, будь тотально окей с тем, что ты испытываешь в настоящий момент. К примеру, я не возражаю против того, чтобы быть несчастным. Возможно, что когда ты полностью примешь свое несчастье, когда ты будешь с этим чувством совершенно окей, то обнаружишь, что два эти состояния, окей и не окей, не могут сосуществовать друг с другом. Возможно, вы видели, как на озере тонкий слой льда постепенно тает на солнце, создавая красивые узоры, похожие на абстрактные картины. Так и паттерны в вашем уме, предопределенные мыслительные узоры, медленно растворяются в лучах осознания. Следует сказать, что пройдет немало времени, прежде чем лед полностью растает. Лед можно использовать как аналогию сознания. Лед – это вода в определенном состоянии. Говоря о сознании, неодушевленная материя подобна замерзшему сознанию. Жидкая вода в нашей аналогии – это сознание в виде живой природы. Нечто одушевленное, а не безжизненное. Хотя даже неодушевленная материя не такая уж и неодушевленная. Она только кажется неживой. Как мы все знаем, даже внутри булыжника или камушка течет бурная деятельность, непрерывное движение атомов и молекул внутри безбрежного пространства. Так что неодушевленная природа тоже по-своему живая. Итак, замерзшее сознание, неодушевленная материя, превращается в жидкое сознание, живая природа. Затем вода испаряется и становится невидимой. Влажность в воздухе обычно невидима. Пар – это ум, это сознание, воплотившее себя в мышлении. Вот 3 стадии сознания. Примечательно, что если ты смотришь на неодушевленную материю, как на застывшее сознание, то ее взаимодействие с вещами меняется. Не существует ничего тотально неодушевленного. Все в сущности полно жизни. Если ты упускаешь основополагающее трансцендентальное духовное измерение, то ничто на уровне твоего личностного «я» никогда в конечном итоге не удовлетворит тебя, чего бы ты ни достиг. Это не означает, что тебе не следует стремиться к достижениям. Достижение человеческих целей, получение нового опыта, обучение, рост – прекрасно. В какой-то степени ты здесь для этого. Но этого недостаточно. Фактически ты будешь разочарован и неудовлетворен, если не заметишь самую фундаментальную человеческую задачу – пробудиться к своему глубинному измерению, лежащему вне пределов обусловленной личности. Таково исцеление, осознание, что на глубинном уровне ты всегда целостен. Исцеление и целостность имеют один корень. Возвращаясь к этимологии древнеанглийского, древневерхненемецкого и других древних северных скандинавских языков. Иногда язык содержит в себе мудрость, если проследить возникновение слов до самых их корней. И еще одно слово, имеющее одинаковый со словами целостности, исцеления корень – это слово «святой» или «священный».
Слова исцеление, целостность и святость имеют один корень. Ты обнаружил в себе измерение, которое существовало всегда. Это священное измерение не подвержено времени, и оно неопределяемо. Святость указывает на тот факт, что ты изначально соединен с источником всего живого, традиционно именуемым Богом. Ты можешь ощутить внутри себя проблеск этого царства за пределами концептуализации, гуляя на природе в состоянии чистого осознавания. Созерцать всеобъемлемость природы можно вне зависимости от того, где именно это происходит. Любые ландшафты – деревья, океан, горы или просто поле, или парк, или даже одно дерево. Подари природе все свое внимание без навешивания ярлыков. Не анализируй. Нет необходимости все как-то называть. Уделяй полное внимание природе, и тогда ты ощутишь то, что лежит за пределами восприятия чувством, за пределами того, что ты можешь видеть, слышать. Сущность природы, ее присутствие, которое можно описать только словом «святость». Ты пребываешь в состоянии «О». Я люблю слово «О». Когда ты на природе, ты восклицаешь «О», и, естественно, в этот момент твой ум замирает. Ты просто осознаешь, никак не обозначая осознаваемое. Все, что ты воспринимаешь посредством чувств, является поверхностью, за которой находится более глубокая реальность, и ее можно ощущать. Эта реальность в сущности является сознанием Вселенной, проявляющим себя в бесконечном множестве живых форм. Единое сознание, единое бытие, лежащее в основе всего. Ты можешь ощущать его в природе, когда твой ум спокоен. Ты осознаешь, что пропало разделение между тобой и природой. У тебя с ней одно сознание, хоть и разная его вибрационная частота. Некоторые вопросы не требуют ответа, и не все ответы обязательно понятийные отклики. Во внепонятийном пространстве ответ может возникнуть как интуиция или осознание. Нечто такое, что вы пока не в состоянии сформулировать концептуально. Вы просто внезапно знаете, но вы не можете объяснить, что именно вы знаете. Однозначно, все только что сказанное относится к вашему чувству «кто есть я». Самопроизвольно у вас появляется глубокое знание. Возможно, потому что вы задали себе вопрос «кто есть я?». Этот прекрасный вопрос открывает вас, и вы начинаете исследовать. Ваше внимание пробуждается. Кто есть я? Знак вопроса. Запускается своего рода поиск, но не визуальный, а что-то вроде внутреннего исследования, усиления бдительности. Кто есть я? Оно вглядывается. И внезапно оно осознает, что искомое находится в самом ищущем. Любые мелочи, а значит большая часть вашей жизни, могут приносить вам пользу. Когда что-то не требует слишком много внимания, используйте свое свободное внимание. Иначе говоря, осознавайте само это поле внимания как сознание. Поэтому мне было так приятно убирать свою одежду сегодня утром, ведь в этих действиях было нечто гораздо более глубокое. Вы можете практиковать подобные мелочи, формирующие значительную часть вашей жизни, как здесь, так и в своей повседневности. Не имеет значения, являетесь ли вы VIP в глазах мира,
абсолютно бессмысленная концепция, или не являетесь, ваша жизнь по-прежнему состоит из мелочей. Вы становитесь гораздо эффективнее, когда уделяете полное внимание повседневным мелочам. Если что-то поглощает много вашего внимания, например, вам нужно решить какую-нибудь задачу или что-то написать, то внимание будет направлено в мышление. И тогда осознание бытия, так сказать, немного отступит на задний план. Но все равно жизненно необходимо сохранять это осознание бытия. Например, вы вступили в дискуссию, которая может очень быстро вытащить вас из осознания бытия. Вам приходится защищать свою позицию. Есть два способа отстаивать свои взгляды. Первый – полностью потеряться в них, и второй – оставаясь на связи с осознанием бытия. Предложить собеседнику свои взгляды и доводы, а затем позволить ему высказать свою точку зрения, не превращая его во врага. Очень просто вести беседу таким способом, если вы не черпаете вашу идентичность из своих мнений и убеждений. Ужасное состояние сознания, в котором вы окружены врагами, и все, кто не разделяет ваших взглядов или имеет противоположные убеждения, демонизируется. Эти ужасные люди есть само зло. То же самое происходит с коллективными точками зрения, групповые системы убеждений. Работает тот же механизм. Наша вера однозначно единственная истинная. Все остальные верования есть заблуждение и ложь, распространяемая дьяволом. Все, не разделяющие нашу веру, нелюди. Это безумие, но оно в порядке вещей. Какой создается мир, когда миллионы людей пойманы в капкан дисфункциональной системы убеждений такой экотической структуры верований? Возвращаясь к повседневным мелочам, и еще одна дзен-история. Люблю я этих дзен-людей. Дзен-мастера спросили, какова суть дзен. Обычно учителя дают множество ответов, и каждый из них не то, что вы ожидали. Последователь попросил мастера: «Пожалуйста, объясните мне дзен. Я здесь уже 10 лет и до сих пор ничего не понял. Мне нужно более подробное объяснение, вы что-то не договариваете». Мастер ответил: «Дзен – это делать одно дело за раз». «И это все?» «Да». «Хорошо, спасибо. Пожалуй, придется найти другого мастера, который даст мне лучшее объяснение дзен». Но если бы ученик действительно услышал мастера, это все, что ему в реальности нужно знать. Делать одно дело за раз. Внимание. Внимание на том, что вы делаете. И внимание на само внимание. И тогда вы больше не эготический деятель. Если же у вас отсутствует внимание, направленное на само внимание, тогда вы эготический искатель. И такое действие лишено потенциала. Оно возникает из вашего запрограммированного ума. Еще раз. Внимание на действие и внимание на внимание. Вы находитесь одной ногой в одном измерении, а второй в другом. Тогда вы и человек, и сущее, полноценное человеческое существо. До тех пор, пока вы не научитесь жить таким образом, вы, как и многие другие, не являетесь полноценным человеческим существом. Об этом говорил еще Конфуций более 2000 лет назад, что эволюция человека и вообще всего не завершена, она продолжается. Мы далеко не финальный продукт эволюции. Не знаю, на каком этапе находимся мы, я не настолько продвинутый. Чтобы прийти к этому, улавливайте, для того, чтобы прийти к этому, самое важное – осознавать себя сознанием или вниманием на внимание.
Это значит... О, мне только что вспомнилась еще одна дзен-история. Ученик обращается к мастеру. «Мне придется уйти в другой монастырь, к другому мастеру, потому что вы не дали мне исчерпывающего ответа. Не могли бы вы написать что-нибудь на память, какое-нибудь напутствие?» Дзен-мастер взял карандаш, быстро черкнул что-то на листке и протянул ученику свое напутствие. «Вот». «Внимание!» – прочел ученик вслух. «Хорошо, и это все?» «Да». «Пожалуйста, напишите еще что-нибудь, хоть несколько слов». «Окей, давай сюда листок». Ученик читает. «Внимание, внимание. Что это значит?» И мастер ответил. «Внимание значит внимание». Ученик пытался постичь дзен через ментальные концепции, но мастер совершил попытку пробиться сквозь них. Все ответы о том, кто вы, и о секрете Вселенной, которая, конечно, внутри вас, вы микрокосм от макрокосма, что вверху, то и внизу, как говорили древние философы. Все ответы и секреты Вселенной не могут быть найдены посредством концептуального мышления. Оно очень ограничено. Эволюция человека, достигшего в настоящий момент критической стадии, не означает, что мы будем продолжать совершенствовать концептуальное мышление. Оно было очень полезным и создало много чего интересного. Но у него есть и множество огромных недостатков, особенно когда концептуальное мышление не связано с мудростью, вытекающей из единства с сущим. Мы не можем и далее развивать все более рафинированное концептуальное мышление. Мы, в общем, уже прошли этот путь до конца. Как долго еще мы будем складывать слова в разные комбинации? Мы уже перепробовали все возможные комбинации слов. В нашем арсенале ограниченное количество слов, так же, как и ограниченное количество букв, которые мы можем собирать в слова. Каждая книга в библиотеке, в наше время и в компьютере, все, что вы читаете, любой текст, это сложенные в определенный порядок слова. Затем мы снова перемешиваем слова и получаем новый текст. Но просто слова и их количество ограничено. Итак, ответ не в дальнейшем развитии концептуального мышления, или, другими словами, не в получении большего количества информации. Мы живем в так называемый информационный век, и всю информацию мы можем получить из компьютера, что само по себе довольно потрясающе. Раньше нам приходилось покупать британскую энциклопедию, которая стремительно устаревала, а теперь мы можем пользоваться Google, Википедией и другими поисковыми системами, содержащими все знания человечества. Но эволюция человека не заключается в получении все большего и большего количества информации. Фактически, чем плотнее вы напичканы информацией, тем скорее вы оказываетесь в тупике, в том случае, если вы не соединены с сущим. Столько всего аккумулируется в голове, а через электронное устройство мы впитываем еще больше информации и таким образом превращаемся в совершенно рассеянных людей. Синдром дефицита внимания и тому подобное, когда вы не можете ни на чем фокусироваться дольше, чем на 20 секунд, ужасное состояние бытия. Разумеется, на уровне информации вы знаете значительно больше, чем знал Иисус 2000 лет назад, и вы знаете в 100 или даже в 1000 раз больше Будды. Но вся эта информация не является жизненно необходимой. Она не является истинным знанием. Эволюция человека заключается не в том, чтобы полностью отбросить концептуальное мышление. Нет же. Она заключается в том, чтобы использовать мышление, но не оказываться в его тисках. Это трансцендирование концептуального мышления. Трансцендирование означает, что вы не избавляетесь от мышления, а выходите за его пределы.
Оно по-прежнему доступно для вашего пользования, но оно не использует вас. Экхарт Толле подробно о силе настоящего момента. Вскоре после того, как со мной произошло пробуждение, я сидел где-то в комнате ожидания, и ко мне подошел один здоровяк. По сравнению с ним я был таким щупленьким. Он навис надо мной, очевидно получая удовольствие от своего физического превосходства. Не помню, что ему было надо. Я почувствовал, как присутствие начало укрепляться во мне. Я просто сидел и смотрел на этого человека. Он что-то сказал, затем внезапно сильно занервничал, потому что я не предпринимал никаких попыток защищаться или соперничать с ним. И он сдулся, как воздушный шарик, не зная, что ему говорить и как поступать дальше. Такой вот интересный феномен произошел. В любой ситуации важно оставаться в контакте с нашей врожденной силой присутствия, в сущности являющейся силой настоящего момента. Момент сейчас и есть присутствие, а присутствие – это ты. В конечном счете, в самом глубоком смысле, ты и есть момент сейчас или присутствие. Поэтому я и говорю о силе момента сейчас. Ведь сила настоящего есть твоя истинная сила. Это сила не личностного «я», а того «я», которое непрестанно соединено, никогда не было отделено, от силы самой Вселенной и является неотъемлемой частью ее сознания, единого сознания, лежащего в основе всех проявлений Вселенной. Одно вселенское сознание, все внешние феномены которого являются лишь временными его проявлениями. Это невероятная сила. То, как она проявляет себя в нашем мире, вторично. Возможно, она манифестирует себя как эманации, проходящие через тебя. Или же эта сила перетекает в то, что ты делаешь или создаешь. Потрясающе ощущать эту ни с чем не сравнимую силу, потому что ты знаешь, что все остальные также являются временным проявлением той же сущностной силы, хоть большинство людей и не догадывается об этом, как тот всем известный парень, о котором я говорил, кажется, в силе момента сейчас, тот нищий, что сидел на старом сундуке и просил подаяния. Когда его спросили, что внутри твоего сундука, он ответил: «Я никогда в него не заглядывал». Его сундук был набит золотом. Это к вопросу об обнаружении истинной силы в себе. Большинство людей пребывают в поиске крохотных заменителей этой силы, чтобы получить ощущение, что они знают, кто они есть. И поэтому пробуждение к своей сути, к тому, кем они в действительности являются, нередко случается с теми, кто утратил либо одну большую вещь, либо множество мелких вещей, из которых они черпали чувство своей самости. Внешняя привлекательность, физическая сила, приобретение, способность делать то или другое, публичное признание, социальный статус. И когда внезапно люди все это теряют, или же исчезает нечто такое, что являлось основным компонентом их чувства идентичности, сначала они впадают в ужасное страдание. Но затем эта потеря может вынудить человека погрузиться вглубь себя. Эго может предпринять попытку быстро создать новую ментальную идентичность, новый нарратив. Это тоже возможно. Не каждый человек, испытавший великую потерю, обязательно погружается вглубь себя. Но в потенциале такое может произойти. Возможно, что атлет, великолепный мастер в своем виде спорта, после травмы теряет физическую форму, то, из чего состояло его или ее чувство идентичности. Сначала это вызывает ужасное страдание, но затем в потенциале происходит вынужденное погружение в свою сущность.
Средневековый образ богини везения или удачи фортуны демонстрирует непостоянную, скоротечную природу всего мирского, того, с чем люди себя отождествляют, что поддерживает их самооценку. Образ богини обычно дополнен латинской надписью, словами короля, где король – символ любого эго, которая гласит: «Я буду царствовать, я царствую, я царствовал, я без царства». Типичная последовательность событий. Пожилой возраст – великолепное условие для осознавания означенной системы. Но, к сожалению, в большинстве случаев такая возможность трагически упускается. Ты входишь в период старости, приближается смерть, твои физические возможности снижаются, а после выхода на пенсию теряется социальный статус. Кто я теперь без своего профессионального титула? Все это является прекрасной возможностью для углубления в себя. Мы сейчас пытаемся распространять как можно больше книг и другого подобного материала повсюду, в домах престарелых, хосписах и госпиталях, потому что именно в таких местах особенно велика вероятность духовной трансформации. Итак, самое важное – чувствовать свое присутствие, не персональное, а более глубокое, сознание, осознающее себя. И тогда тебе больше не нужна история о том, кто ты есть. Ты свободен от концептуального чувства «я». О, моя жизнь, вот до чего я дошел. Где все эти прекрасные иллюзии и идеи, которые были у меня в 20? Мысленное пересказывание себе истории своей жизни улетает в трубу, хотя ты по-прежнему можешь быть на пике мирского успеха, почему бы нет, получая удовольствие от жизни. Но это не то, кто ты есть, и лучше бы тебе находиться в присутствии, потому что все ненадолго. С присутствием также приходит способность ценить других людей, их умения, знания и внешний вид, и при этом не чувствовать себя обделенным. Таково единство с другими людьми, на которое эго не способно. Эго может прикинуться, что ценит другого человека, только когда оно что-то хочет от него. Эго чувствует себя униженным, когда замечает достоинство другого. Когда ты встречаешь кого-то, кто выглядит значительно лучше тебя, эго чувствует себя обесцененным, и тогда оно может попытаться раскритиковать этого человека, чтобы восстановить свое раненое самоощущение. Это абсурд, но так это работает. Когда ты воспринимаешь все из присутствия, ты просто видишь красивую человеческую форму и восхищаешься ею. Она так прекрасна. И ты восхищаешься достижениями другого человека. Потрясающе, великолепно. Я бы никогда так не смог. И тогда факт, что ты не способен на такое, возможно, ты недостаточно силен или у тебя нет соответствующего таланта, ни в чем тебя не принижает. С присутствием приходит признательность людям, и это восхитительно. Иногда я испытываю удовлетворение, даже когда люди садятся в свои Феррари. Часто эго идет вместе с ними к машине. Обычно Феррари бывает красного цвета, чтобы все наверняка заметили их. И я люблю эти машины, они очень красивые. Кто-то их создал, и какое-то эго наслаждается собой внутри такой машины. И это окей. Вы можете заметить, что одни творческие люди не имеют эго, связанного с результатами их труда. Они черпают свою идентичность из того, что создали. Другие же имеют довольно большое эго, такое тоже не редкость. Я верю, что наиболее креативные люди не имеют эго по отношению к своим достижениям. И это именно то, что позволяет им оставаться творцами. Возможно, оно проявляется у них в чем-то другом. Иногда вы видите скромность, отсутствие эго в людях, создавших нечто действительно великолепное, в композиторах, поэтах и даже в некоторых ученых. Например, Эйнштейн. У него не развелось эго в отношении своих открытий,
этих невероятных осознаний пространства и времени. Я создал это. Его концептуальная самость была относительно невелика, и он находил абсурдным тот факт, что еще при жизни он стал одним из самых знаменитых людей на планете. Ситуация казалась такой странной, что он говорил об огромном разрыве между тем, кто он есть, и тем, что люди о нем думают. Кстати, сила присутствия также является тем местом, из которого ты можешь манифестировать. Находясь в контакте с силой присутствия, это присутствие самого сознания, посмотри, что Вселенная, возможно, хочет выразить через тебя. В присутствии все уже присутствует в недифференцированном виде. Все внешнее, что ты создаешь, является своего рода разбавленной формой того, что в своей сути уже сконцентрировано внутри тебя в необретшем форму состоянии. Все, что ты можешь создать на глубинном уровне, уже находится в тебе. Некоторые композиторы, создавшие потрясающие музыкальные произведения, рассказывали, что они имели доступ к глубинному измерению в себе, в котором эта музыка была уже полностью создана, а они только записали ее. Как им было тогда сказать «сейчас нет проблем»? Участница ретрита. Я принимала участие в нескольких ваших ретритах, и мой друг воодушевил меня задать этот вопрос. На одном из последних ретритов вы выбрали мой вопрос и частично ответили на него. Мои родители пережили Холокост. Мать была освобождена из Освенцима в 1945 году, отец из Берген-Бельзена, а мой брат погиб в одном из гетто. Я отождествляю себя с коллективным еврейским бессознательным и постоянно думаю о том, что, как вы учите, в моменте сейчас нет проблем. Не всегда, но все же, когда вы так говорите, я думаю о своих родных. Как, пребывая в ужасе, они могли сказать «прямо сейчас нет проблем»? Как они могли принять все то? И еще я нахожу очень ироничным тот факт, что вы являетесь одним из самых влиятельных людей в моей жизни. Если говорить об исцелении, я езжу на ваши ретриты, слушаю записи, хотя вы и немец по происхождению. Я часто думаю, за этим фактом скрывается нечто более глубокое. Весьма иронично, не правда ли? Экхарт. Да. Я немного волновалась, прежде чем задать свой вопрос и сделать подобное заявление. Но спасибо за поддержку моему другу. Экхарт. Спасибо. Могу уверить вас, что моя самоидентификация не базируется на отождествлении с какой-либо национальностью. Я вернусь к основной части вашего вопроса чуть позже. Как они могли в то время, в той ситуации, сказать, что сейчас нет проблем? Но сначала о таком интересном явлении, как отождествление со своим национальным или семейным бэкграундом. В свое время, когда я еще находился в аготическом отождествлении, меня беспокоило понимание, что натворила страна, в которой я родился. Я страдал из-за этого. Позже, вместе с трансцендированием чувства «я», полностью испарилось и страдание. Муки, которые я испытывал до пробуждения, были бы значительно тяжелее, если бы моя семья имела какое-нибудь отношение ко всем тем ужасным событиям. Но мой папа был аутсайдером, и нацисты упекли его в тюрьму. Правда, не из-за каких-то там серьезных политических убеждений, а просто потому, что он не умел держать язык за зубами. Участница ретрита. Моя мать тоже не могла держать язык за зубами. Экхарт. Однажды во время пьянки он сказал: «Безумие! Этот придурок сведет нас всех в могилу», после чего его арестовали. Когда-нибудь я расскажу о том, что случилось с ним впоследствии. Длинная история. А моя мама уклонилась от трудовой повинности, которую каждая молодая женщина была обязана исполнять на ферме или на фабрике.
Ее послали работать на оружейный завод, с которого она сбежала через 2 дня, запрыгнув в кузов грузовика. 2 года она пряталась у своей тети в другом городе, пока ее искала полиция. В общем, история моих родителей немного смягчила мои муки. Ведь они не только не имели никакого отношения к творимому безумию, но даже считались нарушителями режима. Теперь самое главное. В экстремальных ситуациях, таких как концлагерь, даже в наше время на планете есть регионы, пребывание в которых неимоверно мучительно, и смерть может настигнуть людей в любой момент. Возможно, они оказались в руках террористов и знают, что их скоро убьют. Есть свидетельства о людях, прошедших через концлагеря, которым благодаря их обстоятельствам удалось совершить прорыв к очень глубокому уровню сознания. В таких ситуациях самовнушение типа «никаких проблем сейчас нет», конечно же, не сработает. Это слишком слабое и неэффективное заявление. Однако может произойти следующее. Подобное испытание способно радикально сжечь эго полностью. Полная аннигиляция «я», предшествующая смерти тела. Тотальное уничтожение эготического самоощущения. Все, что остается после – интенсивное присутствие сознания. Тебя как личности больше нет. Я знаю, что некоторые люди прошли через такую трансформацию и позже рассказывали о том, что с ними случилось. Еще я верю в то, что были многие другие, пусть они и составляли меньшинство, но они погибли и поэтому не смогли сообщить, как они в той невероятно болезненной ситуации пережили самый глубокий переворот в сознании. Полностью пробудившись как сознание, они восприняли, что на глубинном уровне смерти нет. Остальные узники, конечно, прошли через ужасный страх и погибли в нем. Но наша сущность не подвержена смерти. Когда мы видим ужас таких ситуаций, не нужно этого отрицать. Нам следует осознавать и глубинный уровень, на котором смерти не существует. Познанное на глубинном уровне, что по сути это бессмертное сознание, не означает, что на поверхностном уровне ситуация не может быть ужасающей. Одно не исключает другого. Иногда я упоминаю о том, сколько людей было уничтожено другими людьми в одном только 20 веке. Я упоминал о числе жертв в сей момент и сейчас, но позже узнал, что это намного ниже реальной цифры. Никто точно не знает, сколько человек было убито тогда, от 150 до 200 миллионов. Количество жертв природных катастроф – ничто в сравнении с этими цифрами. То, что люди творят по отношению друг к другу, есть форма коллективного безумия, одним из аспектов которого является Холокост. Другой аспект того же безумия – что произошло в Советском Союзе, где были уничтожены миллионы людей, также и в Китае. И это была даже не борьба между странами, а их внутренние конфликты. Безумие Первой мировой войны, затем Второй мировой. Бомбардировки городов и полное изничтожение мирного населения. Тотальное безумие. Нам нужно увидеть, что безумие по сути встроено в дисфункциональное эго-мышление. И это безумие оно и производит. Необходимо распознавать весь ужас помешательства нашего ума. Но одновременно, погрузившись достаточно глубоко в себя, на мгновение мы можем увидеть человечество как коллективное сознание, в котором каждый из нас является его выражением. А общечеловеческое сознание является выражением вселенского сознания, одной его нитью или лучиком. Коллективное сознание людей на планете Земля постепенно эволюционирует через миллиарды воплощений, называемых человеческими личностями. С одной стороны, эволюция человеческого сознания – очень болезненный процесс,
иногда подобной ночному кошмару. Временами история человечества напоминает страшный сон. Но сознание эволюционирует, и мы с вами являемся проявлением эволюции. Зная об этом, мы по-прежнему можем осознавать безумие того, что с нами произошло и до сих пор происходит в какой-то степени. Часто люди говорят мне: «Все становится хуже и хуже, не так ли?» Я им отвечаю: посмотрите на первую половину XX века. Хуже быть не может. Пока что все не так плохо. Таким образом, получился длинный, многоуровневый ответ. Первое. Нет, они не могли сказать в настоящий момент: проблем у нас нет. Второе. Но, возможно, ситуация вынудила их войти в состояние сознания, которое мы называем присутствием. У них не было названия для этого. И это состояние элиминировало личность полностью. Всегда есть такая возможность. Третье. Для вас же важно черпать чувство себя из пробуждающегося в вас присутствия, а не из своего исторического прошлого или прошлого вашей семьи. Признавайте все, что произошло, но не создавайте из этого чувства своей идентичности. Это важно, потому что иначе вы застрянете в дисфункциональном самоощущении. Большое спасибо. Спасибо. Вопросы и ответы. Вопрос. Когда вы находились в полном отчаянии, смогла бы вам помочь встреча с таким человеком, как Экхарт? И еще одна интересная идея для научно-фантастической истории о путешествии во времени, в которой мое 28-летнее «я» сидит сейчас где-то в этой аудитории и слушает меня. И так помогло бы мне это. В человеке должна проснуться готовность для принятия помощи. Некоторые люди однозначно хотят еще немного пострадать, и они точно откажутся от любой помощи, ведь в них пока нет открытости для ее принятия. В то время, в районе 28 лет, мои знакомые начали замечать, что я несчастлив. Один профессор университета, практиковавший трансцендентальную медитацию, сказал мне: «Вам действительно стоит заняться медитациями». И я ему ответил: «Нет, я не хочу этим заниматься, ведь я потеряю всякую мотивацию к работе. Мне этого не нужно». И я немного боялся медитаций. Мне казалось, что они настолько меня изменят, что я стану совершенно неэффективным. А я хотел быть успешным, хотел стать уважаемым интеллектуалом. Медитации мне представлялись препятствием к достижению поставленных целей. Нет, я не буду этим заниматься. В общем, я отказался от помощи. А ведь это был намек Вселенной. Почему бы тебе не попробовать трансцендентальную медитацию? А вдруг ты станешь менее тревожным? Но я не воспринял того намека. Возможно, если бы я тогда встретил Экхарта, то подумал бы: кто этот странный парень? Впрочем, не знаю. Невозможно помочь всем. Вероятно, вы уже поняли это. Если в людях нет открытости для принятия помощи, значит, они счастливы с тем учителем, который у них уже есть. Его или ее имя – страдание. Значит, им нужно еще немного помучиться. Вы можете показать ему, что есть возможность выйти за пределы страдания. И кто-то еще подскажет им то же самое. Один терапевт, другой, третий. А затем они откроют духовную книгу и скажут: что это за галиматья? Значит, они просто не готовы услышать. Им нужно чуть больше помучиться.
У страдания есть определенная функция в эволюции сознания. Представим, что вы всемогущий Бог, отменивший все страдания человечества прямо сейчас. Это финал эволюции сознания, конечно. Если вы, как абсолютно всемогущее сознание, потребуете «пусть будет только само сознание», это так не работает. Сознание проявляет себя так, как проявляет. Страдание необходимо до тех пор, пока вы не осознаете, что можете обходиться без него. Страдание имеет свое предназначение в целостности бытия. Посмотрите на свою жизнь. И мне тоже было необходимо пройти через страдания до определенного момента. Есть еще коллективное страдание, и не только в бедных странах. В богатых странах тоже высокий уровень страдания. Возможно, в бедных странах вы найдете даже больше счастливых людей, чем в богатых. У страдания много разновидностей. В какой-то момент человек осознает, что страдание в сущности самодельно. Оно им же самим и производится. И вот тогда происходит сдвиг в сознании. После этого эволюция меняет свою тактику. Дальнейшее развитие уже не провоцируется неблагополучием, не подпитывается им. Вы продолжаете эволюционировать, но не через страдания. Когда на вашем пути встречается духовное учение или духовный учитель, в этот момент новый эволюционный механизм занимает место старого учителя по имени страдания. Эволюция передала вас в руки другого учителя. Прекрасно. Следует праздновать этот чудесный переход из начального класса господина или госпожи страдания, от гуру Шри страдания, к своему истинному учителю. Записка с вопросом. На днях моя мать спросила, не пора ли мне завести детей. Поскольку я до сих пор одна, она предложила искусственное оплодотворение. Я крайне возмущена. Мне противно, что она проецирует на меня свои отчаянные желания. Что мне делать? Я бы предложил вам позволить вашей матери чувствовать то, что она чувствует по данному поводу, и что возникает из ее обусловленности обществом, в котором она живет, культурой, семьей, различными системами верований, о том, в чем состоит предназначение женщины. Позвольте ей не только чувствовать то, что она чувствует, но и думать, что она думает, поскольку последнее тоже часть ее обусловленности. Ее вины здесь нет. В настоящее время она ничего не может с этим поделать. Кажется, сейчас за пределами ее возможностей выйти за свои ментальные и эмоциональные паттерны. В ней еще не начался процесс пробуждения. Для непробудившегося человека совершенно нормально застрять в системе своих убеждений. Но вам не надо перенимать ее. Во-первых, вы должны понять, что мать ничего не может поделать со своим прошлым. Вместе с приятием неизбежности того, что она чувствует и что говорит, придет некоторое принятие ее ограниченности, а также понимание, что ее мировоззрение не имеет никакого отношения к вам. И даже если она следует своим правилам жизни, это не означает, что и вы должны перенять ту же самую систему убеждений, которая ограничивает вашу мать. Вы можете быть абсолютно свободными. В случае, если вы не боретесь с жизненной позицией своей матери, гораздо проще быть свободным от ее ограничений. Ребенок нашел бы сложным сделать такой шаг, но взрослый человек, и в особенности вы, поскольку вы начали пробуждаться, вы можете освободиться от привязанности к матери. Ваша старая привычка – получать одобрение от матери, желание быть понятым ею. Вы по-прежнему спрашиваете разрешение сделать то или другое.
Все это старые привычки. Первый шаг – это принять свою мать и понять, что ее ограничения не являются тем, кто она есть в своем существе. Вы начнете сочувствовать ей, сострадать, вместо того, чтобы раздражаться на нее. Вы начнете чувствовать себя свободной от ее ожиданий. Вы позволяете ей иметь ее ожидания и при этом понимаете, что они не имеют никакого влияния на вас. Не надо даже ничего объяснять, что вы не будете чувствовать себя несостоявшейся, не самореализованной, если у вас так и не будет ребенка. Скорее всего, она этого не поймет. Ей надо сказать: «Я знаю, что ты чувствуешь и что думаешь. Но я думаю и чувствую по-другому. Я не чувствую, что мне нужен ребенок, чтобы быть самореализованной как человек. Я понимаю твои убеждения. Ты говоришь, что правильно поступить так-то и так-то, но я не хочу этого делать. Я чувствую, что это неправильно для меня». В конце концов, если ваши слова вызовут у нее страдания, то это будет частью ее учебного процесса. Вам действительно не надо, как вы здесь пишете, быть возмущенной и испытывать отвращение к матери от того, что она проецирует свое отчаяние на меня. Хорошо. Возможно, она в отчаянии, но зачем вам злиться и переживать отвращение? Она всего лишь человек, который не может выйти за границы своей обусловленности. Посредством понимания этого вы можете избежать реактивности. Вы можете начать любить свою мать, включая ее ограниченность. Смотрите за пределы ограничений, и вы станете свободными от них. Вы становитесь свободными. Только в свободе вы по-настоящему будете любить свою мать. Если ваша независимость вызовет у нее страдания, повторю еще раз, это будет частью процесса ее обучения. Участник ретрита. Мой вопрос такой: как практиковать присутствие, когда ты вынужден принимать лекарства, особенно от сильной боли? Экхарт. Вам приходится регулярно принимать лекарства? Нет, я ничего не принимаю. А в прошлом? Да, раньше я принимал лекарства, в частности от зубной боли. Грустно признаться, но когда я был в Африке и у меня заболел зуб, я начал пить таблетки. Однако из-за моей склонности к зависимостям я продолжал принимать кодеин, даже когда боль прошла. Так вот, в течение 1,5 месяцев я пребывал в кодеиновом тумане. Вернувшись в Объединенное Королевство, я остановился. Во мне достаточно присутствия, чтобы не принимать лекарства, если это не спровоцировано болью. Итак, мой вопрос: что делаете вы при зубной боли? Экхарт. Я принимаю лекарство. Я скажу вам, какое именно. Похоже, оно совершенно не влияет на мое мышление. Я не могу его достать в Северной Америке, в США или Канаде. Так что каждый раз, когда бываю в Европе, в Англии, это лекарство производится в Англии, и его также продают в Ирландии и в Австралии, я всегда заговариваюсь, потому что иногда у меня бывает зубная боль. И головная боль случается тоже. В последнее время не так часто, но бывает. Единственное лекарство, которое я принимаю, и то довольно редко, это аспирин, но только растворимый, потому что из-за дисфункции горла не могу глотать таблетки. Этот аспирин называется дисприн. Очень его рекомендую. Он называется дисприн, потому что растворяется в воде. При невыносимой зубной или головной боли я принимаю 2 такие таблетки, растворенные в воде, и, как ни странно, я не замечаю никаких ментальных изменений. Но если бы я принимал другие препараты, такие как кодеин, так, кажется, называется ваше лекарство, тогда, возможно, они как-нибудь и повлияли бы на мое состояние сознания. Не знаю, как именно.
Следует поговорить не только о лекарствах, назначаемых при физических недомоганиях. В этом контексте стоит упомянуть и препараты, назначаемые миллионам и миллионам людей от ментальных проблем. Такие лекарства, как антидепрессанты и транквилизаторы, естественно влияют на сознание и могут снизить вашу способность оставаться в присутствии, потому что они погружают тебя в туман, как вы выразились. Это ужасно, что столько людей. Я знаю, что в некоторых экстремальных случаях нужно быть осторожным в выражениях, потому что однажды я очень разозлил некоторых врачей в аудитории. Меня не волнует, что я злю врачей, но мне хотелось бы придерживаться равновесия в своих высказываниях. Я знаю, что в тяжелых случаях лекарства от психических недугов могут быть весьма полезными. Несомненно, это так. И некоторые люди выживают благодаря этим препаратам. Но миллионам людей, принимающих таблетки, они в действительности не нужны. Однако доктора первым делом прописывают их. Эти лекарства дают даже детям. Миллионам детей назначают средства, влияющие на сознание. И это огромная ошибка, за исключением экстремальных случаев, о которых я уже упомянул. Мы имеем дело с массовой зависимостью от рецептурных лекарств в дополнение к зависимости от так называемых нелегальных наркотиков. Правда, один из них становится все более и более легальным, но это не беда. Итак, у нас огромная проблема с зависимостью от веществ, изменяющих сознание. Они специфически меняют ваше психическое состояние. К тому же и непсихотропные препараты, задуманные во благо, имеют побочные эффекты, также влияющие на ваше сознание. Меня часто спрашивают, стоит ли принимать антидепрессанты и транквилизаторы. Теперь я могу включить в этот список и более утоляющие средства. Может ли человек сохранять присутствие, принимая их? Возможность сохранять присутствие зависит по большей части от двух факторов. Первый – насколько глубоко и сильно ваше присутствие. Когда присутствие еще очень неустойчиво, когда оно только пробуждается, даже 1-2 бокала вина могут понизить его уровень. Обычно я рекомендую, в этот раз я забыл упомянуть об этом, если возможно, воздержитесь от употребления алкоголя во время ретрита. Потому что если ваше присутствие еще не полностью раскрылось, если оно еще нежный росток, на него может повлиять даже малюсенькая доза алкоголя. Вы заказываете бокал вина, вы внушили себе, что не будете пить больше 1 бокала. Но после первого бокала уровень осознанности у вас снизился, поэтому вы уже забыли, что собирались выпить только 1 бокал. Планка осознанности упала, и вы заказываете снова. Еще 1, пожалуйста. И понеслось. Вы ведь знаете об этом? Проходили уже? Участник ретрита. О да. Экхарт. Еще одна интересная вещь. Влияние определенных групп медикаментов частично зависит от того, насколько сильна работа присутствия в вас и через вас. Если это только нежное маленькое растение, оно будет подвержено воздействию лекарств с легкостью и мгновенно. Однако, если вы уже прочно утвердились в присутствии, вы заметите изменения в вашем уме, но, как ни странно, это не повлияет на ваше осознание. Я говорю из своего опыта, но я не могу сказать почему. Частенько я исповедуюсь, почти каждый вечер за ужином. Я выпиваю бокал вина, а иногда и 2, редко больше 2. После второго я обычно говорю: «Все, достаточно». После второго бокала вина я замечаю некоторые изменения в своем уме. Как бы это объяснить? Нечто вроде «бззз» в голове. Вы описали это как туманность. Но я не уверен, что данное слово подходит для моего случая.
Я замечаю легкое изменение в моем уме, но осознанность остается неизменной. Присутствие такое же, как и было. То есть присутствие находится глубоко за пределами поверхностных изменений в моем уме. Другой пример. Несколько лет назад мы были в Амстердаме. Вы догадываетесь, о чем сейчас пойдет речь? Взрыв смеха в зале. Мне внушили... Гогот смеха. Я этого не выбирал, меня уговорили. Он спросил меня: «Вы пробовали курить это?» Потому что, очевидно, именно этим и занимаются все в Амстердаме. А теперь этим занимаются везде. В общем, я сказал, что пробовал лет 20 назад. На меня тогда не подействовало, и мне не понравилось. Он ответил: «Вы, наверное, неправильно затянулись». Смех. В общем, мы купили немного травы, и я попробовал покурить в гостиничном номере. Изображает курение. Однозначно я заметил изменения в своем уме. Однако наблюдатель осознанность остался незатронутым наркотиком. Свидетельствующая осознанность наблюдала за туманом в моем уме. Позже я осознал, что мне больше не нужно этого пробовать, потому что привычное мое состояние значительно приятнее, чем при обкуренности. Мне и так хорошо и спокойно, нет необходимости ни в какой туманности. Но я понимаю, почему человек, ежедневно подвергающийся мукам со стороны его ума, может найти некоторое облегчение в своем обкуренном тумане. Я не стал бы абсолютно запрещать использование подобных веществ и выбраковывать их, ведь в конце концов это всего-навсего растение. И так некоторым людям курение приносит определенное освобождение. Но в целом это неправильный путь, хоть он и может немного приоткрыть вас. Еще я пробовал ЛСД, но об этом даже не стоит упоминать. Смех в зале. Потому что в целом все то же самое. Короче, то, что я пробовал, не повлияло на мой уровень осознанности. Но это только мой личный опыт. Однако я никогда не испытывал на себе влияние рецепторных медикаментов, изменяющих сознание. Насколько я помню. Все смеются. Люди часто подходят ко мне и спрашивают: может ли человек сохранять присутствие, принимая лекарства? В действительности я не могу ответить. Во-первых, это все равно было бы субъективным мнением, потому что я только могу сказать, способен ли я сохранять присутствие, принимая то или иное лекарство. И чтобы ответ был правдивым, мне пришлось бы попробовать все вещества. В общем, только вы можете это знать. Если лекарство полностью замутняет ваше присутствие, разумеется, лучше воздержаться от его употребления, за исключением крайне болезненной зубной боли, в вашем случае, например. Я сам раньше настрадался от зубной боли, потому что многие годы не мог позволить себе пойти к зубному врачу. К тому же у меня была своего рода фобия дантистов, потому что однажды мне попался очень плохой врач, и это отложилось в моей памяти. При регулярном посещении стоматолога вероятность зубной боли значительно снижается. Хотя, скорее всего, вы без труда можете себе позволить поход к дантисту. В Великобритании это бесплатно, я полагаю. Участник ретрита. Да, так. Экхарт. В экстремальных случаях для снятия боли я бы посоветовал вам отказаться от кодеина и попробовать дисприн. Вот мой вам духовный совет. Смех в зале и аплодисменты. Важность прощения. Итак, смотрите на мировые войны, терроризм и любые другие безумные вооруженные конфликты как на различные уровни бессознательности. Вопрос только в степени неосознанности, а не в чем-то другом. Когда вы сами погружаетесь в состояние неосознанности, когда оно захватывает вас, вы выходите из себя.
По сути, одно и то же энергетическое поле создает и то, что мы воспринимаем как безумие истории человечества и безумие так называемых мировых новостей. Энергия одна и та же. Так что не жалуйтесь на всех этих жестоких людей, творящих ужасные вещи. Это всего-навсего человеческая бессознательность в более выраженной форме, чем ваша или вашего партнера. И тогда обнаруживаешь в себе некоторое сочувствие по отношению ко всем этим безумцам, творящим беспредел и ужасные страдания. Если вы проявите сострадание к этим людям, не переживайте, что их минуют последствия их бессознательности. Они все равно произойдут. Проявление сочувствия к другому человеческому существу вовсе не означает, что вы тем самым снимаете с человека кармические последствия его действий. Но вы сами освобождаетесь от того, чтобы быть втянутыми в кармический цикл. И так как прощение не означает, что этот человек освобождается от страданий за свои поступки. Жизнь позаботится о том, чтобы в той или иной форме эти люди мучились за страдания, причиненные другим человеческим существам, потому что таков закон кармы. Но если вы больше не хотите быть частью порочного процесса, если вы хотите выйти за пределы кармического закона, первый и наиболее важный шаг – это прощение. И тогда ты не подкармливаешь карму, не становишься ее частью. Поэтому в духовных учениях разных конфессий традиционно делается акцент на прощении. Но оно должно быть истинным. Существует множество форм поверхностного прощения, когда ум заявляет «Окей, я тебя прощаю». Оно не глубоко и пока еще не истинно. Ум просто пытается простить. Простить возможно только тогда, когда вы осознаете, что все насилие является проявлением человеческой бессознательности. Иначе говоря, как сказал Иисус на кресте, во всяком случае, так это было донесено до нас. «Прости их, ибо не ведают, что творят». Очень глубокое заявление. Его можно использовать в любых ситуациях насильственных действий по отношению к людям и любым другим формам жизни. «Прости их, ибо не ведают, что творят». «Не ведают, что творят» естественно означает, что они бессознательны. Слово «бессознательность» скорее всего не использовалось в этом смысле в те времена, поэтому Иисус сказал, что они не ведают, что творят. Кармический закон продолжает действовать, но без тебя. Можно наблюдать за работой закона кармы, смотря некоторые фильмы. Ваши эмоции подвергаются манипуляции. Есть категории фильмов, в которых сначала нагнетается напряжение, вам показывают какого-нибудь ужасного убийцу, причиняющего боль многим людям. Вас подвергли манипуляции, чтобы вы почувствовали сильнейшую потребность в том, чтобы этот человек пострадал за его или ее деяние. Это манипуляция, и публике это нравится. Многим нравится смотреть подобное. Эмоции накапливаются, и, наконец, есть даже фильмы о вигилантах. Вигиланты берут правосудие в свои руки, когда правовая система не способна справиться с преступниками. И тогда появляется герой, который идет и убивает всех плохих парней. Эмоции настолько раскалены, что публика буквально скандирует «Да, да, он должен сдохнуть», не осознавая, что то, что вы чувствуете. Всплеск эмоций также может произойти, когда вы читаете в интернете об ужасном преступлении, которое кто-то совершил. На новостных сайтах есть раздел комментариев, где каждый второй пост гласит: «Нам необходима смертная казнь, электрический стул. С ним нужно сделать то же, что он сделал с его жертвами» и тому подобное. Это вызывает невероятное напряжение внутри людей, и все это связано с кармическим законом. В кармический закон встроена потребность в компенсации,
которые вы ощущаете как внутреннее напряжение. Но так вы застреваете в ловушке кармы. В этом смысле просмотр подобных фильмов не полезен, ведь это удерживает вас в колесе кармы. Эти фильмы не учат прощать. Мы говорим об очень важном, о том, как нам быть с человеческой бессознательностью, с тем, что выглядит абсолютным злом. Случаются довольно ужасные вещи. Как это влияет на наше состояние сознания? И какую роль наше состояние сознания играет во всем этом сценарии? А оно играет определенную роль. Для нас важно, что мы больше не являемся частью механизма действия и реакции. Определение кармы – это действо. Карма означает акция и реакция, продолжающиеся снова и снова. В некоторых культурах их кармические модели уходят корнями в далекие времена. Одна и та же обида передается из одного поколения в следующее и следующее. И все они спят. Поэтому духовное учение говорит вам, что вы спите. Все эти люди настолько бессознательны, как во сне, что полностью захвачены коллективным ментально-эмоциональным паттерном или умственной историей, которую они унаследовали от своих родителей и продолжают передавать своим детям. И каждое поколение страдает. Столько страданий создается друг для друга. Но в какой-то момент для некоторых людей внутри этого общества страдание становится почти невыносимым. Изменения начинаются, когда становится слишком тяжело. Страдание подводит к точке пробуждения. Удивительный парадокс в том, что страдание создается людской бессознательностью, но каким-то странным образом, в конечном итоге, это то, что заставляет нас проснуться. В этом заключается элемент возмещения ущерба, стоящий за страданиями, которые люди причиняют друг другу. Со временем страдания приводят нас к духовному пробуждению. И так хорошо, что мы осознали, что в конечном итоге все сводится к твоему состоянию сознания. То, как ты взаимодействуешь с окружающими людьми, распространяется вовне. И это то, что творит мир. И даже твоя реакция на мировые новости в какой-то степени влияет на коллективное сознание. Потому что все человеческие умы взаимосвязаны на глубинном уровне. То, как ты реагируешь на услышанные новости, добавляет либо бессознательности, либо, если ты, засев за свой компьютер, печатаешь «этот парень недостоин жить», нужно, чтобы он умер медленно, его нужно замучить, тогда ты становишься частью одной с ним кармы. Если вы когда-то такое делали, пожалуйста, простите себя. И если вы получаете удовольствие от прочтения подобных комментариев, также простите себя. Обнаружение трансцендентного измерения. Иногда я говорю о привнесении трансцендентного измерения в свою жизнь, без чего она, каких бы успехов вы ни добились, очень ограничена. Трансцендируя, вы не достигаете, а скорее обнаруживаете, потому что искомое уже здесь. Трансцендентное не является тем, что вы должны получить, что в свою очередь подразумевает будущее. Вы открываете то, что уже здесь. Однако трансцендентное измерение не нечто, но нам надо использовать какие-то слова. Не имеет значения, кто вы, какова ваша функция в этом мире. Мы говорим о самом важном в жизни. Сейчас вы можете углубить свой доступ к трансцендентному измерению. Или некоторые из вас могут открыть для себя, что это такое, обнаружить его непосредственно. Мы собрались сегодня, чтобы посмотреть,
Сможете ли вы опытно пережить себя как присутствие, а не как персона? Когда вы осознаете себя как присутствие, вы также чувствуете присутствие внутри вас. Присутствие, которым вы являетесь и которое трансцендентно по отношению к персоне. Трансцендирование себя как персоны и обнаружение самих себя как присутствия происходит здесь и сейчас, когда вы становитесь алертны, когда пробуждено ваше восприятие. Вы предельно внимательны. Вы открываете в себе эту алертность, эту предельную пробужденность, в которой нет мыслей, нет думания. Между мыслями есть промежутки. Пространство простого пробужденного присутствия. Открытие этих промежутков или одного единого пространства представляет собой трансцендирование персоны, поскольку когда это пространство открывается, вы неожиданно понимаете, что у вас есть глубина, о которой вы прежде не знали. Нужно обладать достаточной смелостью, чтобы пойти туда, потому что вы должны оставить позади все, что вы думаете вы знаете, все мысли, с которыми вы идентифицируете себя. Таким образом, вы делаете шаг в неведомое, в котором, можно сказать, вы становитесь ничем. Сейчас вы осознаете присутствие, которое не имеет формы. Когда вы опытно переживаете себя как присутствие, в нем нет мыслей, только пробужденное сознание. Вы больше не знаете, кто вы есть, и это требует определенной смелости. Некоторые люди без духовных учений попадают в эту область, потому что они больше не могут выносить, кто они есть, персону. Они устали от жизни, которую эта персона для них создает. Не могут больше терпеть страдания, несчастья, конфликты, негативность. «Я больше не могу» – хорошая точка, до которой следует дойти. У вас появляется выбор – либо совершить самоубийство, либо, что более предпочтительно, войти в неведомое и обнаружить присутствие, которое глубже, чем персона, и затем жить в присутствии и посредством присутствия. Когда вы смотрите на что-либо, смотрит присутствие, не персона. Как узнать, что смотрит присутствие, а не персона? Если вы не сопровождаете словами то, на что смотрите, тогда это присутствие. Вы алертны, ваше внимание пробуждено. Или вы что-то слушаете, но вы не интерпретируете, вы просто слушаете. Вы в присутствии, без которого невозможно никакое слушание. Затем в простых жизненных ситуациях вы замечаете, что гораздо приятнее быть присутствием, чем персоной. Возможно, вы заняты чем-то рутинным, войдите в присутствие, алертное пространство. Никак не называя предметы и вещи, не происходит ни хорошего, ни плохого. Потому что когда вы называете что-либо хорошим или плохим, это знак активности персоны, концептуального, умом созданного «я». Также и в отношении других людей. Вы больше не определяете их ни как хорошие, ни как плохие. Места, ситуации. Когда вы впадаете в разделение на хорошее или плохое, вас захватывает персона, вы теряете трансцендентное. Оно закрыто, загромождено, вы его больше не осознаете. На самом деле оно не исчезает, но кажется, как будто оно полностью исчезло. Намеренно освободиться от того, что вы называете плохим, не получится. До тех пор, пока вы каких-то людей называете плохими, вы будете продолжать их встречать. Даже если вы сбежите от них или будете игнорировать их, вы встретите еще больше плохих людей.
То, на чем вы сфокусированы, ментально разрастается. Ситуации также. Встречая людей, ситуации, места, как простое присутствие, без оппозиции к ним, вы позволяете всему быть таким, какое оно есть. Но эго этого не любит. Эго – это умом созданное «я», живущее посредством суждений. Если вы перестанете выносить суждения, эго растворится. Конечно, оно не хочет исчезать, но вы понимаете, что жизнь становится более приятным опытом без персоны, постоянно осуждающей все и всех. Если у вас достаточно смелости, или если вы настрадались сполна и не можете больше выносить, вы выходите в присутствие. Присутствие – это также разумность, разум Вселенной, так это можно назвать. Он не возникает в вашем теле, он не возникает в физическом мозгу, хотя, безусловно, они взаимосвязаны. Аналогия с радиоприемником. Он что-то играет, но не он сочиняет музыку. Если сломать радиоприемник, кажется, что исчезла и передача, но это не так. Присутствие пронизывает собой всю Вселенную. Вселенский разум – это не простое отсутствие суждений. Он начинает проявляться в вашей жизни. Меняется способ, каким вы достигаете своих целей, как вы взаимодействуете в ситуациях с людьми. Все меняется. Великая разумность, большая, чем эготический ум, начинает урегулировать ситуации и отношения с людьми. Здесь также источник всякого творчества. Таким образом, нахождение трансцендентного измерения улучшает вашу жизнь. Но сейчас мы не будем останавливаться на том, что происходит в результате привнесения в свою жизнь трансцендентного измерения. Предмет нашего обсуждения сегодня – трансцендентное измерение само по себе. Духовное пробуждение подразумевает, что персона сжимается, а присутствие расширяется, растет. Но остается достаточно персоны, чтобы быть эффективным инструментом для присутствия, потому что присутствие может говорить только через вас и посредством вас. Присутствие вдохновляет ваш ум. И еще присутствие может являть себя как эманация, излучение, мирное, но вибрирующее жизненной энергией пространство. Таким образом, персона превращается в инструмент, посредством которого присутствие может проявлять себя. Вы больше не путаете инструмент, в основном ваш ум и ваше физическое тело, с тем, кто вы есть на самом деле. По мере прогрессирования процесса пробуждения вы будете замечать, что во все большем количестве ситуаций вы по большей части присутствие, а не персона. Другими словами, все меньше и меньше суждений в вашем уме, то есть все меньше мыслей. Они замещаются естественной пробужденностью внимания. Не надо недооценивать эго, его инерцию, его силу притяжения. Эго существует уже тысячи лет. Оно будет возвращать себе власть. Сначала достаточно часто. Но наступит момент, когда вы почувствуете, что вы наблюдающие присутствие. И это большой шаг вперед. Вы больше не захвачены своими реакциями, своими мнениями. Когда вы произносите суждение, вы тут же видите: «О, эго вернулось». Даже не надо заключать свое обнаружение в слова. Вы просто знаете это. Эго может потребовать от вас стойкости. Все зависит от вашего уровня готовности. И это нормально. Вы часть эволюционного изменения сознания. Эго – коллективный феномен. Вы унаследовали его. Наличие эго – не ваша персональная вина, не ваше упущение.
величайшим событием является обнаружение себя подлинного, как присутствие. Я предлагаю вам практику. Когда вы какое-то время одни, когда вас ничто особенно не беспокоит, возможно, вы заняты рутинными делами, будьте больше присутствием, чем персоной, что означает, вы не думаете, когда действуете. Вы просто присутствуете и действуете. Простое созерцание вещей вокруг вас. Вы слушаете, вы смотрите, вы воспринимаете. Ваша алертность здесь. Пробужденное внимание. Никаких интерпретаций, никаких слов, обозначений, названий. Если вы один из тех, кто впадает в реактивное поведение на дороге, если вы разозлились на другого водителя, уличное движение – целая сфера, где можно практиковаться видеть, как генерируется абсолютно ненужное страдание из-за бессознательных действий. Если вы злитесь на другого водителя, эго становится сильнее. Вы вырастаете в собственных глазах как эго. На днях я попытался на перекрестке повернуть налево. Соседний водитель крикнул мне: «Дрянной водитель!» Не знаю, прав он или нет, главное, что он имел в виду меня. Эго всегда будет реагировать, потому что, когда кто-то судит вас, вы чувствуете себя уменьшенным. Я позволил всему быть, пройти сквозь меня. Когда вы кого-то слушаете или задаете вопросы, будьте больше присутствием, чем персоной. Все в больших и больших ситуациях чувствуйте себя как присутствие. Оно по своей сути живое и пробужденное. И это отсюда вы получаете свое чувство ценности. Если вы только ваш ум, только персона, вы постоянно сравниваете себя с другими. Вы черпаете чувство своей ценности или малозначимости себя из ментального сравнения с другими или из того, что мир говорит, насколько вы ценны, насколько значимы. Являюсь ли я вип-персоной в глазах мира, или я в их глазах никто? Люди сильно страдают, думая, я недостаточно хорош. Или если у вас комплекс супермена, вы постоянно доказываете свое превосходство всем окружающим и незаметно становитесь придурком. Но вы не знаете об этом. Только другие могут заметить это. Человеку очень важно чувствовать свою значимость, свою ценность. Ее можно ощутить и без сравнения, чем я обладаю, какая у меня собственность, как живу я и как живет другой. Каковы мои достижения по сравнению с достижениями других? Как я выгляжу? Что вы думаете обо мне? Все это очень интересует эго, но ему всегда недостаточно. Даже если мир говорит, что вы вип-персона, этого недостаточно. Всегда есть страх, что завтра я не буду ею. Подлинная ценность должна прийти из глубины. Ей не нужно никакое сравнение. Подлинная ценность не имеет никакого отношения к вашему прошлому, к тому, что вы достигли или в чем потерпели неудачу. А наиболее важным для чувства ценности, для бесконечного чувства ценности, является присутствие. Альберт Эйнштейн говорил, настоящая ценность человека определяется по тому, насколько он или она свободны от своего «я». Под «я», конечно, подразумевается эготическое существо. Удивительное наблюдение. Когда настоящая ценность выходит на поверхность, вы не сравниваете себя с другими. Вам теперь не нужно хорошее мнение людей о вас. Становится не так уж и важно, что говорит мир о том, кто вы есть. Кто-нибудь может сказать:
Если у меня не будет чувства, что я недостаточно хорош, я не буду стремиться стать лучше, у меня не будет мотивации к достижению. Если я чувствую себя самодостаточным, тогда мне не надо обогащать чувство, кто я есть. Возможно, я перестану вообще что-либо делать. И это верно. Для многих людей сильнейшей мотивацией продолжать делать то, что они делают, является желание стать более значимым в собственных глазах и в глазах других. Но если такова ваша мотивация, вы никогда не достигнете места подлинной ценности, чего бы вы ни приобрели по пути. На какое-то время у вас может быть чувство некой ценности себя, но оно длится очень недолго. Если кто-то вдруг стал очень известным и богатым, и если бы через пару лет вы снова могли встретиться с ним, он бы вам сказал, что опять испытывает чувство собственной неценности. В момент достижения своей цели и какое-то время после вам хорошо. Затем чувствуете, этого недостаточно. Вспомните принцессу Диану, которая вышла замуж за принца Чарльза. У нее было все, что она хотела. Большой замок, несметные богатства, высокий социальный статус, прекрасная внешность. Весь мир считал ее богиней. По крайней мере, так ее подавали в журналах. И позже все узнали, насколько несчастна она была и какое у нее было глубокое чувство неполноты жизни. А многие из тех, о ком вы читаете или видите по новостям, и которых преподносят как прекрасные образцы того, к чему бы и вы должны стремиться. Но если вы заглянете за поверхность, они несчастны. Подлинная ценность проистекает из глубины, и она неотделима от присутствия. Ценность эманируется из трансцендентного измерения, которое простирается далеко за пределы того, что вы есть как персона. Трансцендентное – это ваша суть, и это единственная абсолютно ценная вещь. Поэтому философы Древней Греции, говоря о трансцендентном, использовали слово «добро», «благо». Они вели продолжительные дискуссии на темы, что есть добро. Конечно, есть абсолютное добро, которое выходит за полярность добра и зла, которое гораздо глубже, чем хорошо или плохо. Это добро абсолютно. Оно единственно. Оно у вас, но ваше тело не заключает его целиком в себе. Иисус, когда кто-то обращался к Нему: «О благой Учитель, скажи нам то-то и то-то», отвечал: «Не называйте меня благой. Есть только одно благо, и это благо и в вас, и во мне. И его можно осознать. Но не путайте его с персоной, которую вы видите, с персоной, которая выглядит как добро. Я благо, я добро, но не как персона, а как присутствие. Вы добро, но не как персона, а как присутствие, которое оживляет тело, сияет сквозь него. В пределе они неразделимы. Нет ни персоны, ни добра. Персона – это рябь на поверхности океана, только и всего. Если вы думаете, что вы рябь, и такова ваша идентификация, вы будете в постоянных проблемах, потому что вы будете окружены другими волнами, и они будут угрожать вам. Но если вы поймете, что в действительности вы не волна океана, а океан, тогда освобождение. Как практиковать духовную манифестацию? Вопрос. То, что я действительно хочу манифестировать, материализовать, имеет духовную природу. И я обнаружила, что того же желают многие люди, вставшие на духовный путь. Но эти духовные намерения не так легко смоделировать или визуализировать, то есть прочувствовать их так, как будто мы их уже получили.
Не могли бы вы пояснить, может ли практика манифестации реальности быть применима в отношении духовных достижений? Или же она может быть использована только в отношении наших практических мирских целей, в то время как мы параллельно работаем над нашими духовными практиками? Экхарт. Спасибо. Хороший вопрос. Чтобы не совершать ошибку относительно духовной реализации или просветления, или свободы от эго, или состояния постоянной соединенности с Источником, как бы вы это ни назвали, важно осознавать, что не стоит относиться к самореализации как к состоянию, которого нужно достичь. Очень легко попасть под влияние этой ошибки, провалиться в стремлении стать полностью пробужденной. Если можно здесь что-либо сделать, то это манифестировать пробужденную версию самого себя. Итак, если у вас есть намерение или умозрительный образ прибытия в состояние полного пробуждения, как угодно это назовите, это станет огромным препятствием к пробуждению. Потому что духовное пробуждение или свободное от эго состояние не может быть достигнуто в будущем. Вы создали образ себя, который хотите достичь, и вы не достигнете этого до тех пор, пока у вас есть образ желаемого результата, к которому вы стремитесь. Иначе говоря, вы превратили духовное пробуждение в цель, подобную всем остальным практическим целям. И единственное, что вы не сумеете достичь, создав из этого цель, это состояние полного пробуждения или истинного пребывания с собой, или осознание сущности того, чем вы являетесь. Вы будете только отдаляться от того единственного места, в котором это доступно и которое находится в вертикальном измерении настоящего момента. Для всего остального практики манифестации реальности могут быть полезными, но не для осознания, кто вы есть. Потому что вы ничего не достигаете и ничего не получаете через духовное пробуждение. Речь идет не о достижении и не о приобретении, а о реализации, что значит «все уже здесь». И если вы ищете это в будущем, вы упускаете из вида тот факт, что искомое всегда здесь. И тогда вы осознаете, что именно это место вы не искали. Поэтому я говорю, что когда вы ищете просветления или полного исполнения вашего самого заветного желания в будущем, сам этот поиск превращается в огромное препятствие. Вы не найдете ожидаемого в там и будете продолжать стремиться. Даже если вы занимаетесь сложнейшими духовными практиками и очень детерминированы достижением пробуждения, покуда в вашем уме есть цель достигнуть желаемого в будущем, оно недостижимо. Вы можете не осознавать этого, но за всеми вашими практиками стоит глубинное убеждение, что вы когда-нибудь в будущем достигнете своей цели. И это самое огромное препятствие для реализации. Что такое будущее? По сути, будущее неотделимо от мысли. Оно существует только в вашем уме, как мыслеформа. Я был бы очень счастлив, если бы кто-нибудь опроверг меня, предоставив доказательства будущего. Вот же оно, я его обнаружила. Но пока еще никто не подходил ко мне с доказательством существования будущего. Вот же это будущее, вы не правы, оно не только мыслеформа. Не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Когда вы смотрите в будущее, это означает, что вы следуете за некой мыслеформой, за образом полностью пробужденной себя. Будущие мысли неотделимы. Инкарнация заканчивается, но вы в состоянии полной фрустрации, потому что не обрели пробуждение.
Почему нет? Потому что мыслеформа «я в будущем» стала препятствием для обнаружения того, что уже есть здесь, того, кем или чем вы уже являетесь. Пробуждение является противоположностью манифестирования наших обычных целей. В обычной практике проявления, конечно, вам нужно время для достижения мирских целей. Любые наши действия разворачиваются во времени. Все задачи, которые вы перед собой ставите, все, чего вы хотите достичь, все, что вы желаете приобрести и в чем хотите преуспеть, все это требует времени. И единственное, что не только не требует времени, но для чего время является помехой, это самореализация. Для всего остального требуется время, и это хорошо. Но для обнаружения себя время не нужно. И это потрясающее осознание. Будде также пришлось это познать. Изначально он этого не знал. В начале своего духовного пути Будда осознал неудовлетворяющую природу обычного человеческого существования. Ты проходишь через многочисленные страдания, а затем умираешь. В общем, он увидел нашу врожденную неудовлетворяемость и предположил, что существует трансцендентное измерение. Существует нечто, выходящее за пределы нашей неудовлетворяемости. Много лет Будда занимался духовными практиками в опыте обрести просветление. Под руководством великих учителей он практиковал максимально изнуряющие дисциплины и почти убил себя физически. Но спустя несколько лет практик он даже не приблизился к своей цели, к просветлению. И тогда Будда сказал: «Что ж, с меня хватит». Кстати, это не дословное цитирование Писания, а моя очень свободная интерпретация. Он сказал: «Все, хватит», прекратил духовную практику и уселся под дерево. И великий момент настал. Будда просто сидел под деревом, и внезапно произошла реализация. Просветление случилось. Что это значит? Вся деятельность остановилась, и он осознал, что мы не можем прийти к бытию через делание. Бытие сущее нужно обнаружить, его невозможно достичь. Что бы ни делал Будда, он не мог достичь измерения сущего, потому что оно недостижимо. Вы не можете достичь просветления, вы можете только осознать его прямо здесь и сейчас. Когда Будда сидел под деревом, вся его деятельность остановилась. Достижение будущего было поставлено на паузу. Оно было отменено. По сути, в Будде остановилась программа поиска просветленной версии себя. Все остановилось. И тогда произошла реализация, момент просветления. Это очень глубокий урок для нас. Некоторые люди говорят, что попытки Будды достичь просветления через духовные практики были бесполезными. Возможно, это так. Не исключено, что если бы он пришел к осознанию, что все изнуряющие духовные дисциплины не только бесполезны, но в целом уводят от прямой реализации, то он сразу бы сел под дерево. Окей, это интересная точка зрения. Но также можно предположить, что ему необходимо было пройти через все практики, чтобы осознать тщетность своих попыток и затем сдаться. Возможно, смирение было исключительно результатом фрустрации от его духовных практик. Кто знает, была ли в этих практиках какая-либо необходимость? Мой ответ на вопрос, необходимо ли время для духовной реализации, духовного пробуждения, такой. Тебе нужно время до тех пор, пока ты не осознаешь, что во времени нет необходимости. Вы попадаете в точку, в которой внезапно открывается вертикальное измерение. Некоторые духовные учителя сразу начинают отсюда. Они говорят людям, что тебе ничего не нужно делать,
и что ничего невозможно сделать для пробуждения. Ты либо пробудишься и осознаешь себя, либо нет. Часто это не очень помогает. Полезно все попробовать и попытаться чего-то достичь. Но каждое человеческое существо должно прийти к осознанию, что любые действия в конечном счете не приведут его или ее к заветной цели самореализации. Возможно, вам придется несколько раз испытать фрустрацию, прежде чем вы увидите, что сколько бы действий вы ни совершили, это не приведет вас к осознанию того, что вы есть, и что факт в том, что делание – это препятствие для самореализации. Но иногда вам приходится проходить через этап деятеля для полного осознания этого. Итак, приветствуется не стремление к пробуждению, но осознание того, что достигать нечего, и что сущность того, кем вы являетесь в своей предельности, уже полноценна, совершенно, идеальна. К вашей истинной бытийности нечего добавить. В «Я есть» вы едины с Богом, используя такую терминологию. Вы едины с источником жизни. На уровне же манифестации реальности вы, как временно проявленное существо, можете всячески совершенствовать вашу жизнь. Вы можете изучать что-то новое, исследовать, достигать, приобретать. Конечно, все это покинет вас, ничто не вечно в проявленном мире. Все приходящее растворяется. Нет ничего плохого в деятельности, достижениях и приобретениях. Но для самореализации это бесполезно и является препятствием. Итак, мы оказались в точке, в которой измерение деятельности и бытийствования согласованы внутри вас. Что должен знать каждый человек и чему до сих пор не учат в школе? Как установить связь жизненной энергии природы? Да, это так. Самому важному, что человек должен знать, чтобы вести сознательную жизнь и не создавать ненужных страданий, этому, вообще говоря, не учат ни в школе, ни в университетах. Есть отдельные исключения в альтернативных школах. Некоторые учителя в частном порядке привносят столь важное обучение в свои классы, но оно не является частью официального учебного плана. В целом я считаю, что фундаментальным положением, которое человек должен знать, чтобы жить искусно и сознательно, этому до сих пор не обучали в широком масштабе. Таким образом, нашему современному миру недостает мудрости. Мудрость не следует путать с развитостью ума или с информированностью, или с образованностью. Можно быть высокообразованным и при этом совершенно не мудрым. Другой человек может быть малообразованным, но иметь связь с внутренним пространством, где рождается мудрость. Это сфера сознания или присутствия. Поэтому жизненно необходимо знать, как быть в соприкосновении с внутренним измерением присутствия или осознанности. Некоторым предметам можно обучать всецело концептуально. Математика, история – научные дисциплины, опирающиеся на факты. Чтобы обучать этим предметам, учителю достаточно иметь соответствующую информацию. Другой вид обучения включает в себя такие дисциплины, как музыка, танец, все творческие занятия, в том числе и приготовление пищи. Все это требует не только концептуального знания. Есть еще нечто, что вы должны вобрать в себя и что выходит за концептуальные знания. Вы не пойдете учиться музыке к тому, кто знает ее только теоретически. Он не будет хорошим учителем музыки.
Учитель должен на глубинном уровне впитать в себя практику музицирования, прежде чем он или она смогут обучать ей. Возьмите другой предмет, я уже упоминал кулинарию. Вы не пойдете обучаться приготовлению пищи к тому, кто лишь прочитал 500 рецептов, а сам никогда ничего не приготовил. Поэтому, чтобы обучать студентов осознанности, учитель сам должен иметь доступ к своему глубинному измерению, чтобы понимать, о чем он или она будут говорить. Важно понимать, что обучение присутствию не является академическим предметом. Это составная часть других дисциплин, которые вы изучаете в школе. Некое общее основание для всего последующего обучения. Сознательность – это не добавка к, не обособленный предмет для изучения, но нечто более жизненно важное, применимое также и ко взрослым, которые только начинают постигать, что действительно имеет значение в жизни, или уже практикуют это. А затронутый вопрос жизненно необходимое, что нам нужно практиковать, но чему не учат в школе, включает в себя 3 отдельные области. Я бы хотел начать с того факта, что множество современных людей, похоже, отъединены от природы, что исключительно важно для детей, живущих в больших городах. Громадная помеха детям – не быть в контакте с миром природы. Конечно, это относится не только к детям, но и ко всем людям. Я бы хотел немного поговорить о важности восстановления связи с природой посредством привнесения осознанности в способ восприятия ее. Природа не только сохраняет ваше здоровье в постоянно нарастающем безумии мира. Я бы хотел поговорить о том, как периодически возвращаться к природе, как установить с ней контакт. Она бережет ваше здоровье и может помочь вам оставаться присутствующими. Я бы рекомендовал не в виде эпизодической духовной практики, а в качестве нормального способа жить, так часто, как можете, выбирайтесь на природу, в городской парк или за черту города, берег моря, лес, открытые поля, пустырь. Что бы то ни было и как бы рядом с вами ни находилось, идите туда и проводите там как можно больше времени, в мире природы, на заднем дворе дома, если не можете выйти никуда еще, в маленьком садике, если он у вас есть. Не имеет значения, что вы не на бескрайних просторах. Природа везде вокруг вас. Важно понять, почувствовать, этот факт легко упускается из виду. Когда вы смотрите, окружающий мир делится на вещи, сделанные человеком, и есть другая часть реальности, которую создал не человек, которая сама пришла в бытие – природа. Где бы вы ни находились, часть вашего окружения создана человеком, а другая часть – это мир природы. Например, я сижу сейчас в комнате. Я вижу мебель, она здесь. Я смотрю вовне. Там небо и деревья. 2 фундаментально разные реальности. Мир, сделанный человеком, и мир природы. Куда бы вы ни пошли, вы тут же видите, что с одной стороны вы на асфальтированной улице, если вы, конечно, живете не в сельской местности, вокруг вас машины, дома, но также есть еще деревья и всегда небо. Даже если вокруг вас нет никакой явной природы, можно смотреть в небо, там природа. Любые изменения неба невероятны. Простое осознавание погоды. Я люблю погоду, люблю ее всякую. Ее перемены – это тоже хорошо, хотя она может не меняться несколько дней. Например, зимой здесь затяжные дожди, но не сегодня. Я люблю дождь. Я люблю, когда светит солнце. Я люблю небо. Когда бы вы ни посмотрели в небо, всегда новая картина, каждый день, иногда каждый час. Это мир, сделанный не человеком, природное явление. Даже в городе большая часть там создана человеком,
но всегда также есть небо. Возможно, несколько деревьев или небольшие участки с травой. Всегда есть что-нибудь, созданное не человеком. Можно поехать за город или пойти в городской парк, где уже большая часть природа, а не вещи, созданные человеком. Теперь возникает вопрос, действительно ли вы там? Или там только ваше тело, а ум пребывает по-прежнему где-то еще, потому что вы думаете о своих проблемах? Ментальный диалог или монолог продолжается в голове. Периферийно воспринимая природу, вы восклицаете: «О, как красиво!» И затем идете дальше. Вы не присутствуете, вы не здесь. Прогулка не будет полезной. Она даст незначительное облегчение, но у вас нет реальной связи с природой. Еще что делают люди? Ничего плохого в этом нет. Они идут на природу, а в голове конкретная цель. Вы идете побегать по лесу или по полям, или по берегу моря. Вы засекаете время. Прекрасно. Ничего плохого в занятиях бегом нет. Это полезно для тела, вы активно дышите. Но в контакте ли вы с природой? Нет. Потому что цель вашего делания более важна, чем установление связи с океаном, если вы, например, на пляже и бегаете по берегу. Для вас важна продолжительность пробежки. Это тоже развивает, ничего плохого в том нет, всему свое место. Если вы не бегаете, то идете на природу с какой-нибудь другой целью. Например, наблюдать за птицами, тренируясь в определении их вида. В этом тоже нет ничего плохого. Но вы привносите делание в природу. Ничего плохого, всему есть место. Вы взбираетесь на вершину горы. Прекрасно. Но это элемент делания. Современные люди одержимы деланием и утрачивают связь с измерением бытия. Они вносят делание в природу. Важно углублять связь с природой и тем самым входить в бытие. Если вам нравится, можно назвать это инь-ян. Если вы идете на природу в состоянии ян, это делание. Если вы инь, вы простой факт осознавания. Можно осознавать во время ходьбы. Возможно, у вас получится осознавать и во время пробежки. Но я бы порекомендовал тихое, спокойное восприятие природы. Вы идете не спеша, иногда останавливаетесь или садитесь где-нибудь. У вас возникает алертность, пробужденное внимание. Алертность рождается из присутствия. Вы смотрите на окружающее. Пробужденное внимание становится бэкграундом восприятия чувством. Это совсем другой способ пребывания на природе. Это начало установления связи с природой. Это более глубокий уровень. Вы привносите элемент, который можно назвать осознанностью. Вы смотрите на что-либо. Иногда вы фокусируете свое внимание на каком-нибудь единичном объекте. Отдельное дерево, его ветка или даже отдельный лист. Или вы смотрите на папоротник. В лесу вы пошли на прогулку, там много папоротника. Они растут там даже зимой, поскольку зимы здесь не очень холодные, и растения их хорошо переносят. Папоротник – очень древнее растение. Они уже на Земле 100 миллионов лет. Их тихая красота. Иногда вы смотрите на отдельный объект природы, иногда на все сразу, что бы то ни было. Лес. Вы смотрите на него целостно. Вы внутренне тихие, вы становитесь присутствующими. Вы целиком здесь. Вы в контакте с полем жизненной энергии или присутствием, которое в глубине того, что вы воспринимаете посредством чувств. Я говорил о зрительном восприятии.
Но другие чувства также должны быть задействованы, когда вы оказываетесь на природе. Слух. Как звучит природа? Птицы, шум ветра в деревьях, журчание ручья. Звуки воды изумительны. Дождь, река, океан. Если вы обращаете на них внимание, наступает невероятное успокоение. Исцеление посредством внимания звуков воды. Я взял воду как один из примеров. Можно взять пение птиц, звуки ветра и прочее. Можно одновременно смотреть и слушать. При этом вы, конечно, дышите. Возможно, вы улавливаете какие-нибудь природные запахи. Океан пахнет по-особому. Или лес. Запах влаги, жизненные процессы в почве. Разложение, из которого рождается новая жизнь. Непрерывный процесс. Вы улавливаете запахи. Жизнь – все живое. Даже в городском парке, куда может проникать шум дорожного движения, но и там есть трава, деревья, небо. Много лет я жил в Лондоне. Подкупающая черта Лондона в том, что он, я имею в виду, что большой город с его рутинной работой перемалывает вас в порошок, каждый день в метро и прочее. Так вот, в Лондоне много открытых мест, городские парки. Я там гулял почти каждый день. Вы попадаете в парк, и тут же на вас нисходит покой. Вы начинаете ценить природу все больше и больше. Вы в контакте не со знаниями о природе. Они имеют свое место тоже. Не обязательно знать, что это за дерево, как оно растет и что на нем вырастает. Есть глубинное, неконцептуальное знание природы, всеобщие знания. Вы знаете природу, но не концептуально. У вас с ней глубокие взаимоотношения. Природа может помочь вам не потеряться в уме. Но всегда надо сделать первый шаг. Это ваш выбор быть присутствующим. Вы на природе, вы направляете внимание на восприятие чувствам. Так начинается установление связи с ней. Затем вы можете почувствовать глубоко расположенное энергетическое поле. Вы выходите за воспринимаемое чувством. Люди используют разные слова для описания, что это такое. Наиболее подходящее слово, как мне кажется, таинство, святость. Таинство присутствия. Я не романтизирую природу. Я хорошо знаю, что природа может убивать, точно так же, как и что-либо другое. Вода – удивительная вещь. 75% физического тела – вода. Но вода может убить вас. Тепло солнца согревает ваше тело, но оно тоже может убить. В нем заключена колоссальная энергия. Если вы не можете выйти на улицу, можно оставаться дома. Возможно, у вас есть растения в горшке. У меня есть несколько. Но и тогда вы действительно уделяете ему свое внимание. Между прочим, в книгах написано, если вы даете свое внимание растению, оно начинает расти лучше, чем другие растения, не получающие внимания. Это действительный факт, потому что внимание излучает энергию в направлении растения. Но не только. Нечто возвращается к вам обратно через установленную связь. Например, у меня здесь есть одно растение. Это толстянка овальная в горшке. У меня несколько толстянок. Вы смотрите на растение, то есть вы направляете на него внимание, и становитесь внутренне тихими. Затем возникает ощущение жизненной энергии. Говорят, что растение окружено аурой покоя. Иногда мне приятно потрогать его. Листья крепкие, наполненные жизненной энергией, они блестят, сияют. Это означает, что растение довольно. Много лет я живу с толстянками и наблюдаю их очень близко. В
Калифорнии они растут не только в горшках, но и снаружи, в саду. Здесь они не переживут зиму. В саду они вырастают большими, побольше, чем у меня, и имеют массивный ствол, как у бонсай дерева. Некоторые толстянки растут на солнечных местах, по несколько часов в день их освещает солнце. Их листья от этого становятся очень маленькими и светло-зелеными. Другие толстянки в Калифорнии растут под дубами. Их листья значительно крупнее и темно-зеленые. Они приспосабливаются к окружающим условиям. И я замечал, что каждое растение похоже на индивидуума. Важно общаться с ним без лейблов. Я специально говорю об этом сейчас, чтобы указать на возможность энергетической связи без слов. Просто смотрение, полное внимание, жизненная энергия. Растение недвижимо спокойно. Нет никакого сомнения, любое растение безмолвно спокойно. Оно укоренено в бытии. Чем больше внимания ему даете вы, тем более укорененными в бытии вы становитесь. А растение учит вас укоренению в бытии. Оно учит вас быть свободными от ненужных концептуализирований. Рядом со мной есть лес. Я часто сижу и просто смотрю на лес. Удивительная медитация. Каждый день какое-то количество времени я смотрю на деревья, освещаемые солнцем. Наступает глубокое умиротворение. Еще раз, когда вы идете на природу, подключите другие чувства, не только зрение. Слух, запахи, тактильные ощущения. Легкий ветерок ласкает кожу. Вы погружаетесь в свои ощущения. Духовная практика. В любом природном окружении осознавайте восприятие чувствами. Я уже говорил, что если доступно только небо, это прекрасно. Смотрите в небо. Не думайте о смотрении, просто смотрите. Люди ходят в арт-галереи смотреть на картины. Небо – картина. Оно постоянно меняется. Кажется, невероятный художник пишет это полотно. Абстрактные картины. Каждый раз, смотря на небо, вы смотрите на абстрактную картину. Здесь самое главное понять, вы живете не в мертвом мире, он наполнен жизнью. Люди настолько отсоединены от природы, что она не воспринимается как интенсивная жизнь, не говоря уже о ее священности, потому что они порабощены концептуализирующим умом, который все умерщвляет. Вы даже не в состоянии почувствовать свою собственную жизненную энергию, потому что у вас есть ментальная концепция, кто вы есть, и из нее вы черпаете свою идентификацию. Ужасная разорванность связей. Отъединенность от природы не следует рассматривать как нечто отдельное от отъединенности от своей сущностной природы. Люди отъединены от внешней природы, потому что они отъединены от своей внутренней природы. Кто или что они есть в своей сущности? Обе отъединенности идут вместе. Внимание к природе поможет вам пробудить связь со своей собственной природой. Потому что все, как я это вижу, пронизано духом. Единое сознание проявляет себя в нашем мире в виде форм жизни. Особенно в настоящее время вам совершенно необходимо воссоединиться с природой на глубинном уровне. Используйте эту небольшую практику, если вам угодно ее так называть, пока она не станет вашей второй натурой, естественное пребывание на природе. Здесь не нужен концептуальный ум. Когда вы на природе, отложите его в сторону. Пользуйтесь возможностью быть присутствующим. Природа исцелит вас на всех уровнях.
Если у вас дома животные, это тоже природа. Мы знаем про их целительные способности. Ученые сходятся во мнении, что присутствие дома кошки или собаки не только успокаивает и лечит эмоционально, но также хорошо для вашего физического тела. Были проведены исследования, и выяснилось, что у людей, держащих дома животных, здоровье лучше, и живут они дольше. Для меня здесь нет ничего удивительного. Да, животные – это природа. Уделяйте им внимание, смотрите им в глаза, и вы поймете, что животное, которое вы любите… Что вы на самом деле любите в вашем питомце? Что вы в конечном счете в нем любите? То, что вы в нем любите, невидимо. Всем нравится гладить животных, трогать их. Но у них еще есть присутствие. Присутствие кошки, присутствие собаки. Присутствие – вот что вы в них любите. У дерева тоже есть присутствие, и у цветка. Оно невидимо, но вы его чувствуете. Это присутствие есть святость каждой живой формы. Такова сущность каждой формы жизни, неотделимая от сущности, кто вы есть. Поэтому жизненно необходимо выходить как можно чаще на природу. Даже если вы в тюрьме, многие на самом деле сейчас отбывают заключение, у вас даже может не быть возможности смотреть на небо. Нет неба. На крайний случай у вас есть ваше тело. Начните осознавать жизненную энергию собственного тела. Это тоже природа. Она всегда с вами. Еще раз. На духовном пути абсолютно необходимо чувствовать энергию жизни внутри себя. Это начало невидимого присутствия, которым вы являетесь и которое от вас неотделимо. Посмотрите, как внутренне недвижимы, как спокойны деревья. Мне бы следовало убраться с дороги и просто позволить деревьям говорить. Небо тоже. О, какая благодать! Что должен знать каждый человек и чему до сих пор не учат в школе? Как освободиться из ментальной тюрьмы? Что еще абсолютно сущностно и чему не учат в школе? Что ж, это тоже связано с сознанием. Это осознавание своих мыслей. Если вы не умеете наблюдать за своими мыслями, тогда вы в ловушке своего мышления. Вы повязаны своими мыслями. Такова до сих пор участь миллионов людей на планете. Они настолько отождествлены со своими мыслями, что это все, что им известно о себе и о мире. В каждом человеке есть измерение сознания, находящееся за пределами мышления. Почему бы не учить этому в школе? Настолько базовое и простое знание. Вы умеете думать. Большую часть времени вы думаете. Большинство людей думают почти непрерывно. У них в голове звучит голос, который никогда не прекращает говорить, или другими словами думать. И все же у нас есть возможность познать другое измерение сознания. Оно расположено за всеми вашими мыслями. Оно является своего рода холстом для мыслей. Как бы мы его ни назвали, это измерение сознания или присутствия – пространство, из которого мысли появляются и в которое они исчезают. Мы живем в цивилизации, полностью захваченной ментальными концепциями. Произошла трагическая потеря глубинного измерения, заложенного в каждое человеческое существо. Не нужно достигать этого измерения.
его нужно только обнаружить в себе. Между достижением и обнаружением большая разница. Для достижения чего-либо необходимо время, это очевидно. Обнаружить же можно только то, что уже здесь есть. Итак, заметьте в себе пространство сознания между двумя мыслями. Например, сейчас. Я прекратил говорить. А теперь я снова говорю, но в тот небольшой промежуток времени вы просто осознавали. Вот это происходит снова. В том промежутке, если вы бдительны, вы не думаете. Вы в сознании, но нет концептуализации. Сейчас опять. Так естественно и буквально жизненно необходимо иметь связь с пространством сознания, быть укорененным в нем. Поразительно, что до сих пор это не является общеизвестным фактом. Самое необходимое знание в каждой человеческой жизни. Великие учителя указывали на него. Пустота Будды и Царство Небесное Иисуса, которое внутри вас здесь и сейчас. Отличаются лишь слова. Обнаружение пространства сознания может произойти естественным образом. Чаще всего это происходит, когда вы смотрите на природное явление – дерево, небо. В первый момент созерцания неба, в первый момент созерцания пейзажа, дерева или цветка, в самый первый момент созерцания вы не концептуализируете. 2-3 секунды чистого восприятия чувством. Короткий период осознания этого восприятия. Посмотрите на небо. 2-3 секунды, а затем обычно мышление возвращается и как-либо комментирует увиденное. И это нормально. Но постарайтесь запечатлеть, поймать, так сказать, этот первый момент, когда что-то появляется в вашем поле зрения, в чувственном восприятии. Поймайте это первое мгновение, и вы заметите, что в течение первых 2-3 секунд концептуализация отсутствует. Есть восприятие, но что находится за ним? Сознание. Свет сознания, без которого восприятие невозможно. Каждый раз, когда вы смотрите на что-то новое или слышите внезапно незнакомый звук, внимательно прислушайтесь к нему. Мышление попытается сразу же его как-то интерпретировать. Но нужно быть бдительным и просто слушать. Вот звук. И первые 2-3 секунды мышление молчит. Есть только чистое восприятие. А затем появляется интерпретация. Если вы полностью замурованы в концептуальном мышлении, моменты чистого восприятия настолько короткие, что их сложно заметить. Вы почти мгновенно обрамляете их словами. Вы даже не замечаете их, потому что голос в голове, деятельность ума, поглощает все ваше внимание. Сознание, которым вы являетесь, порождает мысль, как океан порождает волну. Прекрасно, что люди способны концептуализировать, ведь это эволюционный шаг вперед. Но в этом шаге кроется огромная опасность. Опасность потери себя в концептуальном мышлении. Мы получили доступ к огромной силе. Сфокусированное мышление – огромная сила. Со способностью целенаправленно мыслить мы получили возможность запоминать и предвосхищать события,
Все это великолепно. Мы научились создавать потрясающие вещи. Зародилась наука. Все это продукт концентрации человеческого мышления. Но затем случилось нечто опасное. Наше мышление все сильнее стало захватывать нас. Наш ум только инструмент, но он полностью поработил нас. Многие люди оказались в заточении внутри своего обусловленного ума, который является только содержимым сознания, сформированным, естественно, прошлым. Большинство людей безвылазно находятся в тюрьме своего ума и черпают свою идентичность из умственной активности. То есть вы не знаете, кем являетесь за пределами того, что ваши мысли говорят вам о вас. Любая история, которую вы рассказываете себе о себе, является источником вашего чувства «я». Это считается нормальным в нашем мире, но это огромное ограничение. А затем происходит следующее. Довольно часто отдельные мысли захватывают ваше мышление. Ваш ум колонизируется конкретными навязчивыми мыслями, которые иногда тотально порабощают его. Бывает, что какая-то навязчивая мысль внезапно захватывает человека, и он видит весь мир через вуаль мысли, содержащей все ответы. Это также может случиться на коллективном уровне, когда целая цивилизация становится одержимой некоторыми идеями, узурпирующими человеческие умы и контролирующими наше мировосприятие. Например, тоталитарные режимы. Оруэлл в романе 1984 в экстремальной форме великолепно выразил их суть. Полный захват, полиция мысли. Тебе позволено думать только строго установленные мысли. Коллективный ум окончательно помешался на определенных установках. Возможно, будет полезным рассматривать мысли в виде маленьких существ или энергетических формообразований. Все есть энергия, и вы тоже. Возникающие мысли также являются энергетическими формами, маленькими сущностями. Хотя вы не видите их, они взаимодействуют с вашим физическим мозгом. Маленькие невидимые сущности, возникающие в сознании. Вот они. Каждая такая сущность может проявлять себя как физический вирус, внедряющийся в тело и захватывающий его подобно паразиту. Он может даже убить тело. Точно так же ментальный вирус, проникший в ваш ум, распространяется и затем создает идеи, соответствующие одной центральной мысли, которая может являться полнейшим заблуждением. Центральная мысль привлекает схожие мысли, и вирусная инфекция разрастается на ментальном уровне. Такое может случиться с отдельной личностью, и когда ментальный вирус достигает определенного уровня, становится очевидным, что это болезнь, сумасшествие. Но до поры до времени сложно распознать, что у человека психическое заболевание, полная ментальная инвалидность. Слушаешь иногда человека. Например, в случае паранойи все интерпретируется следующим образом. Кругом враги, они преследуют меня, повсюду подслушивающие устройства. Враги проникли в мой ум, и весь мир находится в заговоре против меня. А начинается все с какой-нибудь одной мысли. Затем ваш ум полностью инфицируется. Захват мыслью может случиться как с одним человеком, так и в коллективном сознании, когда миллионы или любое количество людей становятся заложниками некоторых точек зрения или мнений, иногда совершенно оторванных от реальности. Вы даже не знаете о том, что вас захватили эти мысли. Вы не в состоянии их оспорить, потому что вас уже нет, только ваш обусловленный ум, притворяющийся вами.
Неоспоримое мнение. Если бы ко мне пришел человек с какой-нибудь манией и сказал, какая наиболее распространенная мания? Я Наполеон, его ум захвачен этой иллюзией. Не мудро объяснять такому человеку: у вас мания, вы не являетесь Наполеоном. Лучше просто оставаться присутствующим и слушать, не говоря ни да, ни нет. Вы так воспринимаете мир. Просто слушать. Так можно установить с человеком контакт. В нем может пробудиться немного осознанности и появится возможность исцеления. Если вы опровергнете его иллюзию, вы сразу же потеряете с ним контакт. Поэтому я не говорю о воспринимаемых явлениях современного мира как о коллективных заблуждениях. В этом нет смысла. Самое важное – добиться открытия и измерения сознания у людей. И таким образом они выработают иммунитет к вирусной инфекции на ментальном уровне. Итак, единственный способ приобрести иммунитет ко всевозможным инфицирующим мыслям, проникающим в ваше сознание через различные электронные устройства, через СМИ, соцмедиа и тому подобное, это нас непрерывно затопляют мысли-формы, если мы неосторожны. Я настоятельно рекомендую сократить время, проводимое вами в гаджетах, и вместо этого любоваться цветком или небом. Осознанность – единственный иммунитет, чтобы мысли не захватывали вас. Иначе способность мыслить рационально утрачивается, хотя вы по-прежнему как бы думаете. Дар здравомыслия тем больше теряется, чем сильнее вас захватывают дисфункциональные мыслительные модели, и вы уже не способны находить рациональные способы разрешения ситуаций. В общем, вы катитесь по наклонной. Важно осознать, что кроме мышления у вас есть нечто более существенное. Это измерение осознавания или присутствия. Из него можно наблюдать за тем, чем занимается ваш ум. Вероятность быть захваченными какими-либо мыслями тем меньше, чем осознаннее вы становитесь. Конечно, у вас по-прежнему есть мысли или мнения, которые также являются мыслями. У вас по-прежнему есть точки зрения, политические и любые другие, но они больше не обслуживают ваши чувства идентичности. Это просто взгляды. Вы по-прежнему можете верить, что ваши точки зрения являются правдой, а чужие не являются. Но ваше «я» уже не инвестировано в них, потому что ваше самоощущение переместилось в сознание. Вы есть сознание. Другой человек, имеющий иную точку зрения, теперь не является вашим врагом, потому что ваша идентичность больше не черпается из вашей точки зрения, из ваших мыслей. Если же ваши мысли обслуживают ваш образ себя, тогда те, кто имеют противоположное мнение или мнение, очень отличающееся от вашего, становятся вашими врагами. Безумие, но вот так все и происходит. Базовые дисфункции человека, проявляющиеся как на личном, так и на коллективном уровне. Жизненно необходимо научиться. Опять же, это должно стать фундаментом всего обучения в школе. У вас есть измерение сознания, к которому вы имеете доступ. Вы можете войти в него, став бдительными и наблюдая свои мысли, часто прокручивающиеся в вашем уме. Но важнее всего ощущать себя самоосознающим присутствием, а не объектом, созданным умом. Итак, нашей духовной практикой является осознавание того, что происходящее с вами мышление не только бессмысленно. Некоторые мысли необходимы и прекрасны, но многие мысли и формы не только бесполезны, но также вредоносны для вашего здоровья, благополучия, счастья. Многие мысли отнимают у вас чувство радости, благости,
способность чувствовать себя живым, испытывать удовольствие от жизни, способность быть креативным. Большая часть вашей мыслительной активности деструктивна, например, когда вы погружены в свои переживания. Переживания абсолютно бесполезны. Никто еще не сумел обнаружить решение проблемы путем волнения о ней. Переживание означает, что вы хотите не найти решение, а хотите переживать. Когда я говорю «вы», в этот момент «вы» – это ваш ум. Ум обладает инерцией, и инерция ума стремится продолжать волноваться. Тревожные мысли не хотят прекращаться. Они не желают своей смерти. Они хотят, чтобы тревожное мышление продолжалось. Допустим, вы глубоко застряли в негативных мыслительных паттернах. Все психотерапевты знают, что в ходе лечения часто достигается точка, когда, казалось бы, уже появляется возможность выйти за пределы негативности. И тогда в человеке возникает невероятное сопротивление. Люди не хотят выходить за пределы своей истории. Мыслительные модели не хотят умирать, они хотят жить. Короче, переживания, вредоносные бессмысленные мысли, всегда уводят вас из момента сейчас и даже лишают вас возможности восхищаться окружающей вас красотой и жизненностью. А нужно иметь хотя бы минимум осознанности, чтобы понимать, что с вами происходит. Вы просыпаетесь посреди ночи в 3 часа в состоянии тревоги. Почему она возникла? У вас сейчас какая-то проблема? Но сейчас вы ведь лежите в довольно теплой постели. Тревога возникла не потому, что появилась проблема, а потому, что ваш ум ее создает. Мышление создает тревогу. И когда вы осознаете это, вы сумеете научиться отпускать мысли, в которых не только нет необходимости, но и которые вредят вам и всем вокруг. Вы не хотите волноваться, и вам это не нужно, но вы думаете по инерции. Как прервать инерцию мысли, которая, похоже, не желает того? Как только вы осознаете, что у мысли нет никакой полезной функции, кроме как сделать вас несчастными, окей, все, что делают эти мыслительные комбинации, они выгоняют меня в уныние и больше ничего. Они только делают вид, что зачем-то нужны. Переживания всегда прикидываются, что они необходимы. Но это не так. В переживаниях нет никакой необходимости. Они бесполезны. Как только вы распознаете это, вы освобождаетесь. Во-первых, осознавая вредоносную природу переживаний, и во-вторых, переводя ваше внимание на что-нибудь другое. И это сознательный выбор. Он возможен и не так уж сложен. Вы лишаете мысли энергии. Энергия в этом случае – само сознание. Вы забираете у мысли жизненную силу сознания и направляете ее в другое русло, в восприятие чувствам, особенно в созерцании красоты природы, или в наблюдении за дыханием. Вы замечаете свое дыхание, а дыхание включает осознание внутреннего тела. Живительное присутствие, наполняющее собой ваше физическое тело. В момент, когда вы начинаете осознавать свое дыхание, вы перехватываете животворящую энергию сознания у мысли и направляете это осознанное внимание во внутреннее тело, в эту живость внутри. И мысль мгновенно начинает затихать. Она не может выжить, если вы извлекли из нее внимание, сознание. Мысль будет пытаться снова и снова захватить сознание. Как только вы потеряете связь с внутренним телом или дыханием, мысль снова попытается возобновить себя, и вам опять придется ее ловить. А затем вы научитесь не пускать мысль в сознание, но не при помощи подавления мышления, а благодаря тому, что вы настолько бдительны, что можете направить свое внимание в другое русло. И тогда мысль начинает утихать. Итак, наиважнейшая практика – это удержание мысли на расстоянии, осознавая, что она бесполезна, вредоносна,
и создает много горя. Осознанное дыхание означает, что вы больше не находитесь в ловушке ума. Вы отвели внимание от мышления. Вы чувствуете свое дыхание и жизненность своего тела, и эти ощущения становятся единым феноменом. Вы обнаруживаете в себе эту силу и осознаете, что вы более могущественны, чем ваше мышление. Потрясающее освобождение. И совсем не сложно. Всего лишь надо знать, что у вас есть сила освободиться от дисфункционального мышления. Просто дышите, будьте, чувствуйте жизненность. Вот то, кто вы есть, а не умственный нарратив. Вы – это осознанность, разумность, наполняющая ваше тело, сознание, которое на некоторое время удерживает вместе молекулы вашего тела. Сознание – это то целое, коим вы являетесь. Вот кто вы, а не история в вашем уме, не так уж и важная. Ваша история вторична, хотя можно стремиться ее улучшить, сделать свою жизнь немного лучше на поверхностном уровне. В этом нет ничего плохого, это прекрасно, для этого тоже есть место. Но не ищите свою окончательную идентичность на уровне вещей, в лучшей истории себя. У вас не получится. Ваша предельная идентичность здесь сейчас. Когда вы выходите за пределы мышления, но не становитесь бессознательными, а наоборот более осознающими свою природу, вы сливаетесь воедино со своей сущностью. Сила осознанности растет в вас. Вы становитесь более чувствительными к ней. Сила бдительности или присутствия расцветает в вас. И тогда ваше мышление становится более конструктивным и сфокусированным. Мышление утрачивает свою способность делать вас несчастными. Ум теряет способность делать вас несчастными, потому что вы осознаете, что многие ваши несчастья являются не следствием жизненных ситуаций, а производным от истории, которую ваш ум рассказывает об этих ситуациях. Огромная часть страдания создается умственным нарративом, а не самими ситуациями. И это огромное освобождение. Каждый раз, когда вы горюете, откуда появляется это горевание? Из самой ситуации или из истории, которую вы сами себе рассказываете? И обычно вы обнаруживаете, что из истории. Навязчивое мышление создает несчастье. Навязчивый ум создает горе. Навязчивое мышление создает то, что мы называем злом в этом мире, потому что навязчивое мышление – это ум очень бессознательных людей. Бессознательность означает навязчивое мышление. Все зло этого мира совершается глубоко бессознательными людьми при полном отсутствии осознанности. Наш следующий шаг – выйти за пределы достигнутого уровня эволюции человечества, чтобы мы начали пробуждаться к высшему или более глубокому уровню сознания. Здесь сейчас есть такая возможность. Но если мы не проснемся, все будет становиться только хуже и хуже. Мы достигли критической точки. Люди эволюционируют только тогда, когда они достигают критической точки, когда невозможно продолжать дальше в старом состоянии сознания. Перемена происходит, когда в них есть абсолютная необходимость. Настало время перемен, и поэтому они происходят. Как наблюдать за эмоциями и трансформировать их энергию? И снова есть нечто жизненно необходимое, чему следует учить детей в школе. Как наблюдать за своими эмоциями? У детей очень сильные эмоции. Без способности следить за ними, они целиком берут верх. Это означает, что когда приходит наплыв эмоций, они поглощают вас целиком.
Эмоции управляют тем, что вы думаете, что говорите, что делаете. Что представляет собой эмоция? Подобно мысли, эмоции по своей сути – энергетическое образование. Энергия обрела форму. Вы не видите энергию, вы видите только, как она проявляет себя во внешнем мире. Эмоция – это энергетическая форма, поселившаяся в вас. Маленькое существо. Если вы знаете об этом, тогда вы осознаете ее. Без осознания чаще всего вами управляют эмоции. Какой бы эмоция ни была, например, злоба, печаль, беспокойство, глубокое сожаление о чем-либо, зависть, ревность, все что угодно. Вначале вы чувствуете движение энергии в какой-то части тела, а затем эта энергия поднимается вверх, в ум. Она начинает управлять мышлением. Если вы раздражены, эмоция поднимается в ум, и каждая мысль окрашивается раздражением. Эмоция думает посредством вас. Эмоция питает энергией ваши мысли. Возникает порочный круг. Эмоция порождает мысли, а мысль приумножает эмоцию. В случае гнева вы становитесь все более и более раздраженным. Чем больше вы думаете о своем переживании, тем гневливее становитесь, пока наконец не взбунтуетесь. Полная потеря себя. Дети, конечно, претерпевают все то же самое. Некоторые дети подвержены вспышкам гнева и другим очень жестоким, разрушительным эмоциям. Они замечают, что единственный способ получить внимание от родителей – это начать выражать негативные эмоции, потому что в противном случае родители не обращают внимания. Если вы знаете о драме, использующей тело боли, этим термином обозначаются эмоции, возникшие когда-то в прошлом, но которые по-прежнему живут в вас. Вы не узнаете их как эмоции. Они живут в вас подобно неким существам. Восходящие к периоду детства переживания не оставили вас. Они каким-то образом поселились в вашем теле. Накопленную энергию негативных эмоций я называю телом боли, телом страдания. Иногда тело боли полезно рассматривать как небольшое энергетическое существо, поселившееся в вас. Большую часть времени оно спит, но оно не может все время спать. Иногда оно заскакивает в ваш ум, и вы неожиданно захватываетесь старыми эмоциями. Часто этот процесс запускается каким-нибудь событием. Узнать, что тело боли пришло в движение, можно по диспропорции по отношению к триггерному событию. Если реакция намного мощнее, чем обоснована пусковым событием, это признак того, что пробудились старые латентные эмоции. Тело боли ожило и завладело вашим умом. Вы больше не вы. Вы тело страдания. Вы застарелые эмоции, которые живут вами. Если у вас есть партнер, и он еще не знает вас хорошо, если вы только недавно начали жить вместе, он удивлен. Вы больше не вы, а какой-то странный, ужасный придурок. Что происходит? Вы можете не знать о теле боли партнера и начать думать, что совершили нечто ужасное. Тело страдания партнера пробуждает к жизни ваше тело страдания. Разворачивается замечательная драма. Тело боли любит негативные мысли. Мысли – это энергия. Негативная мысль питает эмоцию. Эмоция усиливается, порождает следующая мысль. Возникает замкнутый круг. Когда вы плохо думаете о своей жизни, когда вы несчастны от своей жизни, от того, что вы называете «моя жизнь», это рассказ. То, что вы называете жизнью – это нарратив, последовательность мыслей в уме. Они повторяются. Повторяющуюся последовательность мыслей вы называете «моя жизнь». Для многих людей мысли, которые они называют «моя жизнь», громадное бремя, ужасная тяжесть, которую они волокут на себе. Моя жизнь очень несчастна.
Когда я начинаю думать о своей жизни, я становлюсь все более и более несчастным. Я сейчас, разумеется, говорю не о себе. Когда я думаю о своей жизни, я становлюсь все более и более несчастным. И чем более несчастным я становлюсь, тем сильнее я хочу думать о ней. Здесь рождается то, что я называю пристрастием к страданию. Почему это пристрастие? Потому что эмоции требуют пищи. Они стремятся стать сильнее. Они хотят, чтобы их питали мыслями, которые несут в себе ту же энергию, ту же частоту вибраций. Каждая негативная мысль подпитывает собой негативную эмоцию. Позитивная мысль не может питать негативную эмоцию. Мысли, какое красивое небо, эмоциям это не нужно, это не дает им желаемой энергии. Моя жизнь замечательна, нет, не годится. Эмоции любят мысли, но не только. Больше всего они любят получать эмоциональную подпитку от других людей. Так работает тело страдания. Оно смотрит на окружающих, ваш партнер, коллеги по работе, члены семьи. У вас рождаются эмоции. Вы говорите что-нибудь негативное, чтобы спровоцировать сходные эмоции в другом человеке. Все происходит бессознательно. Это безумие, но такова норма. Еще раз. Если ум вышел из-под нашего наблюдения, если возник недостаток осознанности, бесконтрольный ум захватывается токсичными мыслями, заполняется возникающими эмоциями, в том числе старыми переживаниями из прошлого. Тело страдания периодически активизируется и затем затихает. Предположим, у вас драма во взаимоотношениях. Она длилась час или два, или весь день, затем тело боли утихло. На следующий день вы просыпаетесь в относительно высокой осознанности. Эмоции успокоились, ум не такой сумасшедший, как вчера. Он еще по-прежнему дурной, но не такой, как вчера. Вы просыпаетесь и даже не можете вспомнить, из-за чего возникла драма. Как все началось? Неважно, из-за чего конкретно. Телу боли так было надо, оно хотело драму. Из-за недостатка сознания вы оказываетесь на милости ваших эмоций. Когда активизируется сознание, эмоции могут по-прежнему быть здесь, но вы уже не тотально в их власти. Переживания еще здесь, но за ними наблюдает присутствие. И это значительный шаг вперед. Поэтому всякий раз, когда вы чувствуете закипание страстей, на минутку вернемся к тому, что я говорил о рассказывании самому себе, какой я несчастный, или как ужасна жизнь вообще, или как ужасны окружающие люди, истории могут быть любыми. Осознайте, что эмоциональная и ментальная энергия идут в вас рука об руку. И вдруг вы превращаетесь в наблюдателя. О, уже целый час я думаю о кошмарах моей жизни. Но на самом ли деле она так ужасна? Вот я сижу, дышу, смотрю на растения, на небо, чувствую жизненную энергию в теле. Вы постепенно выходите из своего повествования и оказываетесь в моменте сейчас. Естественное место, где свобода от прошлого, от предсформированного прошлым ума, и это настоящий момент. Всегда становление сознательным неотделимо от настоящего момента. Сила настоящего момента рождается в момент, когда вы становитесь сознательными. Вы наблюдатель. Тогда вы больше не на милости своих внутренних состояний. Рождается свобода. Эмоции не могут пользоваться вашим умом и перестают возобновлять себя. Вы поняли дисфункциональный способ, каким эмоции связаны с вашим умом, и вы входите в настоящий момент. Еще раз. Дыхание. Несколько раз глубоко вдохните в живот. Внимание следует за дыханием, это важно. Вы чувствуете, как жизненная энергия пронизывает все ваше тело. Эмоции по-прежнему здесь, они уходят не одномоментно. Возбуждение, волнение, страх,
тяжесть, раздражение, где-то в себе вы по-прежнему их чувствуете, но вы не поглощены ими теперь. Вы можете жить вместе с ними, это не так плохо, потому что теперь вы сознание, которое окружает собой эмоции. По мере своего углубления осознанность начинает преобразовывать энергию, которая была заточена в эмоциях. Энергия была закупорена в детских переживаниях, и посредством осознавания приходит освобождение. Осознанность означает, что вы позволяете своим эмоциям быть в настоящий момент. Они не возобновляют себя посредством ума, но в настоящий момент – это то, что вы испытываете. Осознанность дает всему пространство. Вы по-прежнему можете испытывать беспокойство, но благодаря осознанности энергия беспокойства не поднимается вверх, не достигает ума и не управляет больше вашим мышлением. В этом важное отличие. Вы чувствуете эмоцию, и она постепенно ослабевает. Она больше не возобновляет сама себя. Вы позволяете беспокойству быть. Да, так есть. Возможно, вы сможете почувствовать другую часть своего тела, в которой сейчас все благополучно. Волнение может располагаться в области груди, но в руках или в ступнях приятное ощущение жизненной энергии. Вы чувствуете жизненную энергию своего тела. Так вы начинаете освобождаться от тела страдания. Вы больше не на милости энергии эмоций. Дети с легкостью могут научиться этому в школе в виде игры. Родители могут поговорить об этом со своими детьми. Например, ребенок готов закатить истерику. Ничего необычного здесь нет. Так ведет себя его тело страдания. После того, как все закончилось, спросите ребенка: что было? Что произошло вчера, когда ты начал кричать и капризничать? Что ты в этот момент чувствовал? Как бы ты мог это описать? На что это похоже, если бы мы рисовали картину? Какого она цвета? Есть ли у него имя? Если бы оно у него было, то какое? Задавая похожие вопросы, вы в ребенке развиваете осознанность. Можно придумать какую-нибудь игру в школе и тому подобное. Воспитание осознанности в ребенке. Наиболее важный предмет в школе – основание всех дисциплин. Как быть осознающим? Разве это трудно понять? Сознание – первоочередной предмет изучения. На его базе изучаются все остальные предметы. Так можно начать. Большинство из нас приступает к изучению осознанности уже во взрослом возрасте. В просветленной цивилизации сознание будет воспитываться в школе. Мы занимаемся этим сейчас, тоже хорошо. Рано или поздно осознанность достигнет когда-нибудь даже политиков и работников масс-медиа. В конечном итоге все обречены судьбой становиться сознательными. А пока я бы порекомендовал вам быть очень осторожными, когда вы подключаетесь к коллективному сознанию через социальные сети и любые виды СМИ. Потому что эта информация по большей части токсична и очень бессознательна. Вы ведь не стали бы добровольно подвергать себе опасности заразиться каким-нибудь вирусом? Не пойти ли мне туда, где собираются множество инфицированных людей, и надеяться на лучшее? Аналогично нам следует быть бдительными, подключаясь к некоторым источникам информации, потому что многое из того, что они распространяют, является коллективной ментальной вирусной инфекцией. Конечно, знать хотя бы минимум о том, что происходит, это нормально. Но не более того, нет необходимости слушать на протяжении 1, 2, 3 часов, как 5 человек на экране разговаривают друг с другом о том, как все ужасно, а вы все это впитываете. Не подвергайте себя бессмысленному риску заражения коллективными ментальными вирусами. Конечно, чем более присутствующий вы человек, тем сильнее ваш иммунитет от любой ментальной заразы.
Но даже с хорошим иммунитетом какой смысл подвергать себе опасности? Если же вы участвуете в дискуссиях посредством соцмедиа, очень важно, чтобы ваши посты и комментарии были осознанными, лишенными реактивности и агрессии по отношению к другим. Не путайте ментальный вирус, которым люди заразились, с тем, кем они являются в своей сущности. Прежде чем что-то разместить в соцмедиа, убедитесь, что эта информация конструктивна по своей природе, что она не подпитывает человеческую неосознанность, а наоборот снижает ее. Мы живем в чудесное время больших испытаний, и это хорошо. Таким образом, эмоции, сознание, перехватывайте эмоции в момент их возникновения, особенно если просыпаются старые переживания, активизируется энергия тела страдания. Сознание распознает, что есть что. Образно говоря, вы уже наполовину победили в своем сражении. Застарелые эмоции. Изучите, что это такое. Оставайтесь присутствующими. Будьте наблюдателем, свидетелем. Вы здесь, чтобы вносить здоровье в этот мир. Хорошая цель жизни – привносить сознание. Можно обозначить ее как главная цель жизни – привносить сознание в этот мир. Свет сознания. Будьте светом. Вспомнилось, кто-то сказал, кажется, Нельсон Мандела: будьте теми переменами, которые вы хотите увидеть в мире. Это верно. Будьте светом сознания, потому что в этих переменах нуждаемся мы, нуждается мир.